Ребят, сегодня мы снимаем первый выпуск «Миссис Марпл» после большущего, длиннющего перерыва. И ровно по этой причине, кажется, начинается конец света. Если вы посмотрите за мою спину, там пиздец. Без лишних слов, короче. Это «Миссис Марпл», перезапуск. Будем считать, что это первый выпуск. И у нас в гостях No One. Поехали. Так, что? Получается, это выпуск после перерыва в 2,5 года на нашем канале. А с последнего полноценного выпуска Марпл прошло еще больше. А еще, знаешь, какой факт тебя должен удивить? Я на днях, пока готовилась, посмотрела, когда выходил вот первый выпуск «Миссис Марпл No One». Это было 29 июня 2018 года. Вован, прошло 7 лет. Много воды утекло, много волос сбежало. Много волос сбежало буквально, да. Угу. Тебе тогда было 20 лет, мне было 27 лет. Теперь тебе 27 лет. Ну, тебе 30, понятно. Мне чуть побольше. Мы уже не в Virtus.pro. Хотя, казалось бы, да, это будет длиться вечно. Ты теперь в Parivision. Я теперь, ребят, поясню для тех, кто не в курсе, уже 3 года как работаю креативным продюсером в Team Spirit. В общем, да, сильно все много изменилось. Давай начнем, наверное, с того, где мы. Мы где? В Белграде? Да, мы в Белграде. Мы в Сербии. Как давно ты здесь живешь? Я живу здесь уже 2 года и примерно 4 месяца, с февраля 2023-го. Как говорят у нас в Сербии, живели. Живели. Ой, как хорошо получилось. Угу. Друзья, мы с Владимиром пьем в кадре вино. И это не первый раз, когда мы с Владимиром пьем в кадре вино. Не последний. Точно. На канале был огромный перерыв, но это не значит, что не было попыток снять контент. Мы попытались, когда это было 1,5 года назад, когда шел Риад, когда Spirit выиграли. Не когда шел. После Риада, мне кажется. Или это было, после Риада. где-то 1,5 года, короче. Да. Да, в общем, было это 1,5 года назад. Мы записали у нас дома подкаст с вином. Они меня напоили и сказали, будем снимать. Поставили камеры, Адрена, и вот когда я там оказался в кадре. Да, у нас был подкаст пробный с Адреном, с Вовой и со мной, и с вином. Но так вышло, что работы было очень много. А все темы, которые мы обсуждали, устарели, и мы его не выпустили. Но я вам сейчас покажу маленький кусочек оттуда. Олеся, Добрый вечер. Вечер. Добрый. Добрый вечер. Что происходит в этой игре? Все, пожалуйста. Да, он стартовал. Да, еще пошло. Ты зачем диван сломал, пес? Как? Вот так? Вот так. Этот человек доводил меня до слез. Дочери это пиздец, говорит. Ты в Сербии 2,5 года почти уже. Да. Ты можешь назвать это место домом? Нет. Какое место для тебя остается домом? Мне кажется, что я давно уже ответил на этот вопрос. У меня сейчас нет дома вообще. Типа, я думаю, я в поисках в будущем. Типа, я сейчас просто перемещаюсь. Типа, 18 лет я уехал с Херсона. Я возвращался туда пару раз всего, на пару дней, увидеться с семьей. И мне не хотелось бы там жить никогда, потому что просто другой уровень жизни, другой не те возможности. Вкус жизни уже другой, да, почувствовал, и как бы, туда это как сбегать куда-то от реальности, как будто бы, вот. И я жил в Москве, я жил в Киеве, я жил в Португалии, вот сейчас я в Белграде, я понимаю, что Белград точно переходная точка. То есть как это правильно-то назвать? Типа временный хаб? Да, временный хаб. Ну, давай так. Когда ты переехал в Белград, я помню твое состояние, я помню, что тебе в Португалии уже было не очень комфортно по личным причинам, по разным причинам. Но здесь у тебя тоже сразу любви не случилось. 100% вообще. Расскажи про вот этот период и в какой момент ты понял, что в Белграде тебе хорошо. Слушай, первые полгода вообще были очень тяжелые, потому что мы жили в Новом Белграде, это не Белград сам, это дальше. Ну, типа спальный район. Ну, типа, да, в сторону аэропорта, и там была очень крутая квартира, очень крутой ЖК, но вокруг ничего не было. Я выходил на улицу, я понимал, я не могу не погулять, ничего. И, типа, я так полгода прожил, я понял, что это пиздец. Вы меня уговорили, кстати, в какой-то мере переехать в Waterfront, чему я
конечно, очень рад в итоге. Потому что в тот момент Белград для меня казался просто жопой мира вообще. Ну да, как бы вот. Потом приехал сюда, жизнь стала ярче, но у меня все равно ощущения с Белградом, они не складываются, типа, прям на постоянной основе. Скорее, это сезонное что-то. Типа, я очень много путешествую. И каждый раз, когда я приезжаю с условно, вот я там ездил за визой в Варшаву, я влюбляюсь в Варшаву постепенно, и приезжаю в Белград, я такой, да ну, блядь. Когда я выхожу на улицу и с кем-то вижусь и провожу время, мне Белград нравится, он крутой. А когда я сижу дома, Ну, ты сидишь дома. я зачастую сижу дома, потому что у меня еще такая работа, как бы, да, нужно играть. Ну, смотри, секрет Полишинеля такой, что на самом-то деле вся про-сцена, по сути, переехала в Белград. Факт. И это сейчас, можно сказать, центр киберспорта в Восточной Европе. 100% вообще. Как ты сам отвечаешь себе на вопрос, почему? Просто дешево относительно Европы, меньше проблем, легко получить ВНЖ, вот, и очень крутой интернет. Угу. Вот. Да, пинг хороший. Да. 13 это редкость. Я со своей перспективы наблюдаю такую интересную ситуацию, которую я раньше, если честно, не видела. То есть, окей, в какой-то момент там центр притяжения киберспорта был Киев, но все равно люди не жили, знаешь, типа настолько близко вместе, где-то рядом. То есть Москва тоже, да, безусловно, много движухи, киберспорт развивался там и так далее, но тоже все равно люди были разрознены. Здесь так вышло, что мы все в эмиграции, и мы все буквально живем в одном районе на одной улице. Да. Как ты это вот ощущаешь? Как это в твоей жизни проявляется? Я, например, просто вчера вышел погулять и зашел к Дуке. Позавчера вышел с Аланом морожка поесть, который живет у меня вот в соседнем подъезде. Алан, наш игрок, сатаник. Мы пришли просто к Дуке смотреть гранд-финал с Егором Нейтфолом. Поэтому, типа, тут все тесно. Можно на кофе встретить кого-то. Изи вообще. Я Торыча, например. Профессиональный киберспортсмен, он через, там, не знаю, с перерывами в пару дней он путешествует, у него постоянно он на огромной арене, куча зрителей, куча внимания, камеры, трансляция. В общем, мы все знаем, что это такое. А есть у тебя иногда ощущение, что ты просто загнан в этом ритме? Потому что, сейчас турниры очень сильно уплотнились. Невероятно. У меня ощущение порой, что просто это какой-то мем. Типа, потому что за последние 6 месяцев провелось уже 14 ланов или 13. Или как минимум турниров, и из них были там 7 ланов, куда тебе нужно было ездить. Бангкок, Америка, Валахия. Ты все равно же едешь туда, Копенгаген. Это хоть и не лан даже, типа, условно говоря, без зрителей, но ты все равно туда едешь играть. Это пиздец, потому что, типа, мы выиграли ралли, мы должны на следующий день ехать на Валахию. Мы заняли 2 место, у нас отдых в 2-3 дня, мы едем на Бласт. Вот у нас сейчас неделя отдыха была. И вот так уже третий круг пошел. Я понимаю, что это сейчас закончится перед Риадом и перед Интом, но там будут какие-то промежуточные турниры. Но все равно будут буткемпы, все равно какой-то будет экшен происходить. Тяжело. Очень тяжело. В первую очередь, я думаю, для нас. Во вторую очередь, даже для зрителей очень тяжело смотреть на такую перенасыщенность турниров. И многим просто неинтересно смотреть. Посмотрели челы ралли. Мы выиграли у Spirit гранд-финал. Потом смотрят гранд-финал Liquid Paris. Почти одно и то же в целом, да. типа, и это происходит через неделю. И как будто, ценность матча, она очень сильно теряется из-за этого. Это огромная проблема, я думаю, потому что я вижу, что там, многие зрители недовольны тоже. Я с чатом общаюсь у себя на ТЧ, всех заебывает буквально, это. Я думаю, игроков тоже, все об этом говорят. Пиздец тяжело. Тяжело именно в плане ездить на турниры не тяжело, но держать себя в тонусе, постоянно готовиться, играть и выступать на нереально охуенном уровне, вот это тяжело пиздец. Давай так, представим идеальный отдых, полноценный, классный в вакууме. Сейчас, например, я тоже хорошо отдыхаю, я просто провожу время с друзьями и читаю книгу, занимаюсь спортом, это уже достаточно для того, чтобы разгружаться и отдыхать. Какую книгу? Сейчас читаю «Охота на овец». Вот начал. Спорт, там какие-то хобби, чтение, окей, культурный какой-то досуг. Еще что? Где это? Какая вокруг погода? Какие рядом люди? Что происходит? Что ты делаешь? Слушай, для меня классный отпуск – это поехать с кем-то. Это может быть группа друзей или девушка, просто отдохнуть в каком-то классном месте, там, неделю-две, условно говоря. Вот мы, например, на Бали летали, там, в Амстердам летали, это было очень круто. Или там с девушкой бывшей отдыхал. Мы очень хорошо время проводили. О нашей поездке на Бали сейчас всплывет видос, вы можете посмотреть этот выпуск. Там Владимир покоряет рафтинг. Было очень круто, было классно. Для меня это вот тот отдых. Я не сижу за компом, я изведаю новые места, я делаю
какие-то выходы из зоны комфорта. Я это делаю с друзьями или близкими людьми, и все по кайфу. А что еще ты любишь делать, вот, чтобы разрядиться? Может быть, переключаешься на какие-то другие игры? Топ любимых игр можешь назвать? Но сейчас, в данный момент, например, я играю в PUBG. Мне нравится, я его стримлю. У меня даже много людей смотрит. От 1000 до 2 уже у меня средний. То есть ты уже можешь, в принципе, себе как-то там в PUBG еще? Ну, нет, это так. Я после доты специально врубаю, у меня зрители остаются. Вот, им интересно со мной в чате пообщаться, потому что PUBG, когда я играю в доту, я не общаюсь с чатом, когда я играю в PUBG, я постоянно отвечаю на вопросы. Вон, мы не просто так с тобой сидим в мерче Пари, Ну, Пари понятное дело. Vision, а сейчас будет невероятно нативная, потрясающая интеграция. Ребят, вы тоже можете кайфовать от своих любимых игр вместе с боевым пропуском Пари Пас. Берите игровые задания, когда запускаете очередную каточку, выполняйте их и получайте за это пари коины, которые вы можете обменять на топовые скины и призы. И да, в Пари Пасе уже появились задания от меня лично, так что выполняйте мои и другие задания по ссылочке в закрепленном комментарии. Мы сильно поменялись, мы сильно выросли, прошло много времени, действительно, с тех пор, как мы последний раз оказывались на этом канале. Произошло много событий разных. Я бы хотела начать наш с тобой разговор с самого начала. Погнали. Давай будем считать началом, нашей отправной точкой, момент, когда начали расходиться наши пути в Virtus.pro. Давай. Конкретно, наверное, твой путь с Virtus.pro. Это произошло не с первого раза. Был момент переломный, когда ты мог уйти оттуда раньше. Расскажи об этом этапе. Да блин, ну там такой момент, что после 19-го инта Рома же ливнулся в ЕГЭ, и тогда я думал над тем, чтобы пойти в другую команду или не пойти, и принял решение остаться в ВП. Вот, как бы это был первый момент. Это супер коротко. Но я в ВП остался и проиграл там еще, получается, год и 6 месяцев, по-моему. Вот, а потом нас кикнули. Серега Мазда, кстати, кикнул. Привет, Сергей. Ну, он сделал, наверное, правильный выбор. Мы дорого стоили тогда для наших результатов. Мы тогда, хоть и выступали плотно, когда корона началась, мы занимали где-то топ-4 на всех турнирах. Выиграли ESL One Лос-Анджелес, но это было в онлайне. Лос-Анджелес. Ну да, начался ковид, Да. он не случился как клан, он пошел в онлайне, и его Да, мы его выиграли, потом просто 4 места занимали, и летом у нас был сильный спад, и Серега просто понял, что как бы у него есть состав Prodigy с Nightfall, ГПК, Сейвом, и подумал, я могу им платить гораздо меньше, а получать гораздо больше. В целом довольно логичное, правильное решение, наверное, с его стороны. Вот. И оттуда, да, пошла как бы черная полоса в моей карьере до момента, я бы сказал, Entity, Cloud9, а вот Пари это уже прям белая полоса. Говорить, да, как было? Да, давай поедем просто по этому таймлайну. Давай, нас кикнули, у меня тогда была депрессия, я помню, очень сильная. Первый раз в жизни я почувствовал, что это реальная болезнь. Вот. Расскажи, как это было, как ты вот в день, когда это произошло, и когда ты понял себя в моменте, что ты оказался в депрессии, да. Это происходит не в один день, ты просто по чуть-чуть теряешь вкус. Ну, насколько... Я честно, типа, прям, опять же, это будет описано с того, что я кратко помню. Ты по чуть-чуть теряешь вкус, смысл, и ты не видишь ничего прикольного, удовольствия, что было бы, и ты просто живешь. Ну, типа, ты просто что-то делаешь, и у тебя нет ни смысла, ни удовольствия в этом, и это еще и апатия, как бы, и это самое, наверное, хуевое. Одно из самых хуевых, что было со мной вообще в жизни. Вот, как бы на это наложилось... Кик на это, на самом деле, никак не повлиял. Это было во время уже как... Вот этой паузы? Скорее, она началась, и нас кикнули. Вот примерно вот так вот. Как бы это по многим причинам произошло, но одна из... Там, я переусердствовал очень сильно. Мы сидели ебашили каждый день по миллиону игр, потому что был ковид, и было 100 турниров, и мы все играли. Мы играли КВ еще параллельно, я играл в разные игры. Ты сидишь дома, у тебя и так крыша едет. Вот, как бы, я много пил вина, я помню, в тот момент, потому что, ну, надо было хоть как-то разгружать свое эмоциональное состояние. Ну, типа, ты просто сидишь дома, играешь сутками и работаешь, как бы, и вот. И я очень много занимался спортом,
параллельно этому. Как настоящий славянский мужчина, ты бухал и качался, правильно? Я бегал через день и занимался боксом все лето, как раз вот с Женей, твоим мужем. И вот у меня на этом фоне всем, у меня просто поехала буквально катушка, и стало очень плохо. Долго я с этим справлялся, я переехал, начал жить один, и постепенно я как бы пытался справиться с этой проблемой. Получилось. В этот период произошло много чего. Первое, что произошло, это, наверное, меня пригласили в Just Aurora. Да. Мне сразу сказали, что мне нужно поменять роль, а так как у меня депрессуха, я такой, блин, это, наверное, что-то прикольное, я что-то поменяю, это что-то новое, это может добавить красок в жизнь. Вот, и я начал опять играть с Лехой Рамзесом и Зайцем Самаилом, мы играли на английском, это было с пингом, это было супер хуевое решение, но это все же опыт. Как бы я пошел туда, и у нас уже было предложение от Vitality на 2 года с очень хорошими условиями. Но в какой-то момент я просто сильно устал слышать споры Рамзеса и Соло по поводу там... Они буквально могли спорить 3 часа, я помню, по одному игровому моменту. 3 часа. И я в какой-то момент, мне и так плохо. И я это слышу, это психологическое давление на меня, это в команде происходит, я понимаю, что у нас не клеится ничего. И я в какой-то момент просто захожу в конфу и говорю, ребят, я так не могу, если честно. У вас есть контракт, вы можете выбрать сейчас, я прямым текстом говорил, либо я остаюсь и Леха уходит, либо вы просто продолжаете без меня. Потому что я готов с Рамзесом работать дальше, но я не готов сейчас с Лехой работать, для меня уже тяжело. Потому что в целом споры, наверное, происходили в моем понимании из-за него тогда. В тот момент было, это долгая история, долгих лет наших взаимоотношений, крутых взлетов, таких же падений. Он тяжелый тиммейт, всегда был. С ним тяжело было работать, он душил тебя довольно сильно психологически. Я очень много от него слышал по типу чувак, да сгрой ебало. Прямым текстом, ты нихуя не понимаешь в доте. Хотя, колил большинство вещей даже после ухода Рамзеса в игре я на тот уже момент. И это слышать, и то, что он капитан, но при этом он не был капитаном в команде, было очень тяжело это сопоставлять. Это очень несправедливо по отношению ко мне было, и это только один пример из множества. Вот, как бы. И да, это было очень несправедливо, это давление, при том, что я дохуя всего делал, и я играл очень хорошо, и при этом колил. На других это тоже распространялось? Конечно. Да, я говорю про себя, мы же обо мне здесь говорим. То есть на других это тоже распространялось. Но я говорю о своих чувствах здесь. Вот, как бы. И это долгий период, как бы, который там начался, наверное, самый тяжелый после ухода Рамзеса все же. Он сильно менялся. Вот. И дошло это до Aurora, и я сказал, я ничего такого не вижу, у вас контракт есть, явно они не откажутся от контракта. Ребята просто решили задисбандиться full. Я такой, окей. Меня обвинили в этом. Подожди, у них на руках уже практически контракт с Vitality? Не, у них на имейле уже он был, да. У всех, И я говорю, простым текстом, либо я, либо он. И, выбирайте. Мне говорят, мы бы full дисбанд, и потом я от Лехи услышал, я в этом виноват, я задисбандил. Я такой, ладно, что. Короче, да. Проходит долгое время, я остаюсь без команды. Это было очень хорошее, на самом деле, совпадение обстоятельств. У меня как раз я борюсь с внутренними сложностями, с игрой в доту, депрессией, то, что у меня многое не получается в жизни и так далее подобное. Потихоньку становлюсь на ноги, попадаю в команду Нави, тоже с приколами полными. Мне кажется, да, вы с приколами туда попадали. Это все было как-то так... по типу я написал, меня взяли, а потом через 4 часа меня кикнули оттуда. И это было очень странно. И все потому, что кто-то сказал, кто-то захотел Бадяну дать шанс в тот момент. И я ничего не говорю про Бадяна абсолютно. Это было просто супер странное решение. Мне буквально с утра говорят, да, ты взят, Бадян кикнут. Потом через 4 часа, я уже все, я понимаю, все круто. Ты кикнут. Я просто с ним, я не помню, кто со мной общался. Помню, на Хроникс. И он мне что-то начинает рассказывать, говорит, все, помолчи, вырубил Дискорд, ушел, побегал, вернулся. Я очень злой был, я как сейчас помню это чувство, я час где-то бегал. Вернулся, успокоился, говорю, ладно, ребят, ебитесь сами со своими проблемами, мне не интересно особо. Но в итоге они поиграли, по-моему, 2 недели и кикнули Бадяна, взяли меня. Там потом была история в том, что мы решали, кого взять на 5, либо там Соло, либо Санейка. Я, честно говоря, сразу был за Санейка, я с ним играл в Гамбит. Я до этого еще проиграл в Гамбит, сори, я забыл сказать, но
Ну, это такие минорные вехи, Да. которые, по сути, ни к чему не вели. Да, и я сказал сразу, что лучше Снейка брать. В итоге, конечно, там тоже были приколы разные. Я помню, наверное, самый жесткий, это когда мы на буткемпе сидим перед квалами на Инт за 3 дня, по-моему, или что-то такое. И Рома, у него есть такой стиль, он, когда общается, ему пофиг, кто ты, сколько тебе лет. Он Есть просто такое. общается о доте и общается, как он хочет. Он На может равных. говорить, типа, да может даже чуть выше, но это его стиль. Я это принимал всегда, мне норм. Главное, что по игре, типа, он показывает, он в жизни никогда не будет считать тебя хуже или лучше. Но в игре он может, там, как Акбару сказать, бля, Акбар, что ты за хуйню тут делаешь? И в какой-то момент Акбар на него смотрит, просто говорит, ты хочешь со мной выйти поговорить? А зная Рому, я в тот момент уже понял, это пизда. Ну, типа, он закусил очень сильно, очевидно. Ну, типа, какого хуя, условно говоря, ему его 5 это может позволить говорить, типа, как ему дальше строить отношения в команде, доверять, играть с этим человеком. Я пытался сгладить эту ситуацию, не получилось. Это, очевидно, это повлияло. Проебали квалы на Инт, очень бездарно, по-другому не сказать. И вот летом ко мне приезжает Леха в Москву и говорит, чувак, давай соберем команду. Типа, давай там, ну, я понимаю, там, ты мной недоволен, ты недоволен тем, как я там общаюсь, недоволен, как я там могу в команде себя вести. Давай мы наймем психолога, давай мы вместе будем как бы вести команду, вместе будем обсуждать все проблемы, мы будем работать над этим. И я вот по молодости лет подумал, бля, ну вот изменился человек за там 9 месяцев. Не, ну, надо дать должное. Он сам сделал первый шаг, то есть, да, после Да. вашего конфликта, недопонимания, он сам к тебе пришел. Я бы не назвал это конфликтом. Я просто по фактам выставил, типа, что мне хочется, а что нет. Конфликтов не было никаких. Он, конечно, закусил на меня и перестал там со мной в целом уже в тот момент, типа, так нормально контактировать. И я вот наслушался меда в ухо свое и думаю, блин, ну вот звучит все круто, давай попробуем. Мы собрали состав там вместе, типа Алоха, генерал Витюн, взяли Ваню коучем, у нас психолог сразу к нам, которая в Нави работала, Марина, и работает, пришла. Я думаю, блин, как круто. Вот оно. На 3-й день буткемпа. 3-й, сука, день. У нас были споры уже, типа, мы играли КВшки там против... Там мы буткемпились перед интом, мы не ездили на инт, но мы знали, что мы будем КВшиться, и с нами будет топ-тим играть. Им это удобно, ноль информации и так далее. И на 3-й день где-то буткемпа, после плотных КВшек, заруб и так далее, подобных споров, что-то мы пошли выпить на какой-то день рождения, и я слышу просто, как он на лохе говорит этот, вот, цитата, «Этот еблан должен закрыть ебало и понять, что он должен слушать меня». И я просто понимаю, что я подписал контракт 3 дня, сука, назад. И я в такой жопе сейчас нахожусь. Потому что, типа, ну, чел просто не отдупляет вообще, типа. А как ты думаешь, чем было вызвано такое вообще? Потому что он, да, это было с самого начала очевидно и понятно, что он не хотел меняться, не хотел этого всего, он просто говорил мне, чтобы создать команду сильную. Типа, в этом и суть. Ну, что, ты за 3 дня так поменяешь, что ли? Ну, поспорил я с тобой. Ну, типа, это нормальная точка роста, когда ты споришь, доказываешь свою правоту. Ну да. Типа, у него вот так вот. Хотел всегда быть правым или еще что-то. Я не знаю, честно. Я не разбирался в его каких-то, знаешь, психических способностях. Подожди, но вы ни разу не садились, знаешь, душа в душу, вот проговорить открыто, искренне, честно, проработать какую-то там стрессовую зону, что вот я здесь с тобой не могу согласиться, ты со мной здесь не можешь согласиться, нам нужно к чему-то прийти, там, давай друг друга выслушаем. Понимаешь, чем это все заканчивалось? Все это заканчивалось... Мы-то могли это делать, и мы делали это. Но все это заканчивалось игровыми спорами, в первую очередь. И вот был, типа, ну, я могу приводить примеры в игре, если это интересно зрителям будет. Да, я думаю, конечно. Был пример в игре, где они ставят линию Энигма Луна, Тренд Луна против Энигмы сломанной и Манки Кинга. И я говорю, чувак, ты не можешь ставить эту линию, а он доказывает Алику Витюну просто 5 минут. Что, типа, да нет, вот так вот делал. Я говорю, типа, зачем ты, типа, вообще это говоришь? Это не стоябельная линия. А там нельзя стоять. Я спросил генерала, я спросил Витюна в той же комнате. Он в какой-то момент просто поворачивается и говорит, нахуй ты лезешь не на свой лайн. И, типа, а что у меня на этот ответ, типа, должен быть какой? Типа, я приношу свои знания, какие-то, свое понимание, мне человек говорит, иди нахуй, прям текстом. Ну, типа, тяжело работать в этой ситуации. Как бы, я не пытался оказаться правым, еще что-то. Я лишь хотел улучшать, как бы, ну, игру. А вот с другой стороны, я считал как раз-таки вот это вот. Ну и вот, когда я это услышал, я такой, ебать, куда я попал? Мне еще год как минимум в этом вариться. И у меня было 2 варианта. Либо просто, как бы, ну, пойти в прямовую, и это были бы конфронтации, типа, и я не знаю, что бы там было. Либо я подумал, блин, зачем мне тратить свои силы?
я могу хотя бы попробовать дать шанс, проявить себя, я могу помогать, я могу, ну, типа, быть хорошим тиммейтом, посмотреть, как это будет, потому что, ну, я не знаю, что было бы, если бы я пошел бы просто, типа, да не, чувак, типа, условно, иди сам нахуй. Ну, то есть ты попробовал быть мудрее, грубо говоря, Типа того, да. на дистанции подстроиться посмотреть. под ситуацию и быть вот чуть выше этого, чтобы как раз-таки просто сгладить углы. То есть ты тогда не отреагировал на то, что услышал, ты сделал вид, что ты ничего не слышал. Типа того, да. Вот, как бы. Я не знаю, правильно это было или нет в итоге. Происходит очень много изменений в команде. Тяжело все было, очень тяжело. И потихоньку у нас начали люди меняться в команде. Пришел Швиденстронг, пришел Лейс. Были тяжелые времена, мы ездили на Арлингтон, вылетали с него. И как-то так сложилось просто, что никто об этом не говорил, никто не договаривался об этом. Все по чуть-чуть начинали меньше слушать Леху в игре просто вот так вот. Потому что как бы, ну, он и так не особо много чего полезного говорил уже на тот момент. Он как будто бы остался, я не знаю, в каком-то 2019-2018 году, и вот в ту доту пытался играть. Он не смотрел, что в доту, ну, как бы нужно, она меняется, игра меняется, жизнь меняется. Тебе нужно подстраиваться, развиваться, слушать людей в команде. Много каких вещей, много чего тебе нужно делать. И мы приезжаем на квалы к НТУ. Это вот самая финальная точка наших отношений. И он молчит. В целом, типа, у нас игра идет, и в какой-то момент он начинает говорить. Я такой, чего? В игре. Начинает говорить по драфтам, хотя этого практически не было. Последний он сам об этом говорил, типа, да ладно, ребята, я не буду этим заниматься. Типа, если вам, ну, типа, не нравится. Он начинает в важный момент это делать. Я помню в момент против игры в Virtus.pro во второй игре, он просто, я, типа, думаю, какого героя мне взять, у меня еще минута 20 времени. Он просто вот так поворачивается на меня в игре и говорит: Вован, а что ты сидишь такой обосранный, как будто тебе поебалу дали? Это last pick игры, да, в игре. Я такой, ебать, что, блядь? Я извиняюсь, я игру играю, бро. Типа, ну, где хоть что-то адекватное? Я охуел. Я говорю, ну, типа, я пытаюсь внутри себя подавить эти эмоции, типа, что за бесполезное и рандомное высказывание, которое меня только, ну, триггерит. Выбрать героя, поиграть в доту, мы проебали. Я что-то помню, мы едем в такси, я с Аликом и Лейсом еду, я первый раз в своей жизни начал это делать, я говорю, блядь, этот чел, ну, типа, он не должен нас вообще в игре колить, это, типа, полный пиздец, игрой должны управлять, типа, я там плюс, я не помню, кто со мной, Швиденстронг, по-моему, управлял там, и Алик, типа, то, что, если он это делает, у нас полная пизда происходит, нервы, потому что, ну, это было тяжело. Наступает следующий день, начало как бы этого. Я говорю просто, как только мы встречаемся, я говорю, я не хочу, чтобы ты говорил в игре при всех. Я хочу, чтобы ты молчал. Потому что, типа, ну, если ты будешь говорить, это пиздец, мы проебем квалы. Если ты хочешь выиграть, типа, тебе, ну, типа, у нас еще есть шанс выиграть. Мы играли против команды Санейка с Ларлом. Не помню, как они назывались уже. Наверное, это не очень говорить перед игрой прям. Или, не, я прошлым вечером это сказал, я вспомнил. Прошлым вечером я это сказал, а мне на следующее утро, я вспомнил, на собрании говорят, вы должны доверять Лехе, мне коуч это говорит, и Леха говорит, типа, ты должен меня слушать, типа, не должен, типа, давай послушай меня. Я говорю, ну давай попробуем, типа, ну вот это вот, все, я вспомнил. И я говорю, ну давай, ладно, типа, я вот вчера сказал хуйню, ладно, я могу это забыть, типа, я могу поступить как мужчина, я могу забыть свои слова, я могу двигаться дальше, если, типа, вы так думаете, если, ну, типа, мой коуч еще так думает, я могу довериться полноценно. Мы играем первую игру, у нас нихуя не получается, он просто выходит и говорит, вы меня не слушаете вообще. И я в ахуе стою, я думаю, чего, блядь, тебя никто не слушает. Что? Я говорю, ну так давай, если хочешь, все сам сделай. Типа, или он сказал, типа, я все сам сделаю в следующей игре. Спойлер, мы проебали 0.22. 0.22, по-моему. Мы ни одного мува не сделали. И, естественно, после игры я услышал, что мы нихуя не делали то, что он хочет. Ну, окей, типа, бро. Потом после всего этого у нас был тим-колл, и я на нереальных эмоциях. Мы хоть и попали на wildcard, но каким образом мы туда попали, каким путем, это было очень тяжело эмоционально в итоге, потому что, ну, это все супер странно выглядело. Я на эмоциях высказал ему все, что я думаю о нем в игре, при всей команде. Типа, я сказал, типа, ну, я не хочу, чтобы ты ехал на инт, потому что я считаю, что ты, типа, ну, ты хуёвый капитан,
с тобой очень сложно играть, и, ну, типа, ты плохо влияешь на нашу команду. Ты сейчас, оглядываясь на дистанции назад, думаешь, что, не знаю, мог ошибиться, когда именно на эмоции сам вышел, мог быть сдержаннее? Я мог сказать это ему лично, не при всей команде. Я бы сказал все то же самое. Я считал и считаю так, и я бы сделал то же самое, просто единственное, что я бы написал ему в личку, либо лично бы пообщался. Как он мне написал, в итоге, типа, я не должен был делать это при всех, я подорвал доверие, еще что-то. Ну, в этом я согласен. Я мог немножко остыть, но я бы все равно сказал те же слова, что я считаю, что ты не должен ехать на Инт. Я не знал тогда, что правила Valve не распространяются на то, что нельзя делать... точнее, распространяются только на то, ты можешь делать замену только если человек не может ехать. Ну, ростер-лог. А да. я не знал этого вообще. Если бы я это знал, наверное, я бы смолчал, наверное, я бы попытался сгладить углы, наверное, я попытался быть мудрее, наверное, я бы попытался замять это все у себя внутри, сыграть бейнт на все возможности. Что в итоге человек делает? Я клянусь, он мне не сказал ни одного слова в Сингапуре на Инте. Ни одного. После этого диалога мы с ним не общались больше. Никогда вообще. Играя в одной команде. Играя в одной команде, мы с ним не общались. Мы могли в игре общаться, но вне игры ни одного слова. Ну, типа, go kill, туда-сюда, но и все. Да, ни одного слова, типа. И у меня один пример просто. Вот он мне как-то говорил, когда мы у Пашка типа спиздили зайца с Нави. Я очень хорошо помню этот вечер. Паша очень сильно нас обиделся и начал писать фигню всякую, Да. и начал хейтить нас. Меня в меньшей степени, Но Леху Паша больше. в тот момент буквально хотел... Я просто помню этот вечер, он был тяжелый для всех, я была рядом с вами. Паша буквально говорил: сейчас я пойду драться. И Тяжело Леха было мне, всем. я помню, такую фразу сказал: Паша дурак, конечно, полный. Он переносит игру на реальную жизнь, на друзей. И вот здесь вот вопрос, ну, типа, стоило ли ему так реагировать и прекращать со мной полностью общение из-за того, что я просто, мы не поделили рабочий момент. Я просто так, захотел, типа, играть без него. Ну, вот и вопрос, как бы. Но в итоге, честно говоря, я рад тому, что мы не общаемся уже. Стало гораздо легче жить. Хотя я знаю, что Леха в жизни и в работе два разных человека, но мы с ним провели все время, когда мы работали вместе. И, типа, мы с ним не дружили. Поэтому, типа, я знаю только совместную сторону, скажем так, не одну, где он просто друг. Потому что я знаю от людей, которые даже здесь, в Белграде, с ним дружат и хорошо общаются, что он очень классный чувак. Но, увы. Когда он мне говорил, что мы лучшие друзья, потом через какое-то время просто прямым текстом, там намек, там не прямыми словами, типа, да, ты мне по факту никто в лицо. И, типа, мне, человеку, с которым он по факту добился всего, что у него есть, это травмирует, да, это сильно больно, когда как бы у тебя есть в жизни какие-то опоры, да, и одна из опор просто такая, да, ее нет. Ты можешь при этом сказать, что Леша был одним из важных людей в твоей жизни и 100%. близких очень? Леха — это мой ролл-модел вообще изначально, когда я только приехал в Москву. Мне было 18 лет, я был, я не знаю, как по-другому назвать, селеком. Я не образованный, не интересный вообще персонаж. Ничего не знаю, ничего не понимаю, ничего не хочу, кроме играть в доту. И был Леха, успешный, красивый, классный, взрослый, смешной, охуенный чел. И я на него очень много обращал внимания, я с него очень много чему научился в этой жизни. То есть я ему за все это, при всем этом невероятно благодарен. Я его считаю одним из самых ценных людей в моей жизни. И всегда буду считать. 100%. Но, типа, да, он супер важен для меня персонаж. Он мне и помогал еще очень сильно тоже, как бы, и психологически, и физически, и всем на свете. Но потом все это похерилось. Так бывает. А только ли с Лешей похерилась? Только ли с Лешей похерилась? Из команды? Ну да, мы берем с тобой, конечно же, за основу тот состав, с которым дольше мы Лила всего не будем вы брать? перформили. Ну, сколько я знаю, вы с Лилом сейчас в нормальных отношениях. Ну, потому что мы просто вообще не общаемся. Ну, да. Типа, мы можем увидеться просто раз в год, или он мне напишет, что-то спросит, я ему отвечу. С Пашей мы порой, с Пашей мы хорошо общаться продолжали, пока я жил в Москве еще. С Роджером просто потерял контакт, потому что он уехал. С Ромой тоже как бы, там было как, он уехал в ЕГЭ, мы перестали общаться на какое-то время, иногда там виделись раз в полгода. Сейчас такое чувство, что мы чуть, гораздо ближе, чем были там условно тогда. Поэтому со всеми ними у меня прекрасные взаимоотношения, просто они где-то нейтральные, где мы не проводим время, не общаемся. Ну, я имею в виду, что из тех людей, с которыми ты был в золотом составе, У меня со всеми хорошие... со всеми сохранились теплые отношения. Да, с вами, с Ромой Дворянкиным у меня прекрасные взаимоотношения. Я думаю, Роман Дворянкин прямо сейчас смотрит это видео, утирает слезинку. Роме Дворянкину невероятный
сказать огромное спасибо. потому Какую что- роль он сыграл в твоей жизни, правда? Слушай, я не знаю, это, наверное... Ну, я не могу об этом говорить, но он спас Много кого и не один раз, скажем так. очень много раз меня спасал и помогал мне невероятно просто, типа. Роман, прямо сейчас вот это от тебя. Но спасал не от чего-то плохого, просто были трудные жизненные ситуации. Ну да, да. Роман в целом с нашим бойсбендом очень много времени Ну, возился. я знаю, он с Ромчиком тоже очень Да. много времени проводит, всегда видится, помогает ему тоже. В декабре 2024 года вы с Parivision выиграли ESL Бангкок, и это стало твоим первым чемпионством за В жизни. долгое время. За долгое время. 6-е чемпионство, если можно так сказать. Ну, то есть мы сейчас уже отошли от системы мажоров, но в любом случае это большой важный турнир. Ну, типа, да, принято, что ESL просто премиум, как будто бы премиум сегмент турнира, и как будто люди называют мажором. Ну, типа, это не так, но люди просто любят это называть. Я вот поставил себе на стриме недавно, что 7 мажоров выиграл в доте. Каково тебе было снова вернуться на тир-1 сцену в статусе чемпиона и эту победу забрать? Ну, на тир-1 сцену я вернулся в Cloud9 еще, когда все же попал на Риат и Инт, это уже тир-1 сцена, а это тир-S сцена, я бы сказал, когда ты можешь выигрывать турниры. Ну, это... Я сначала... Я, честно, не думал, что мы можем выиграть тот турнир. Я думал, мы максимум опять топ-3 можем занять, как и на всех турнирах до, потому что нам как будто чего-то не хватало. Но вот звезды сошлись, драфты, все были в хорошем муде, в зоне все были. И, не знаю, это каково мне? Да охуенно. Смотри, я прекрасно помню то время, когда мы с вами были на мажорах, и вы брали их один за другим. И наверняка кондиция, внутреннее состояние команды того образца и текущего образца твоей этой команды сильно отличалась. Очень сильно. Вот победа на ESL Бангкоке, она сопоставима с теми победами на тех мажорах? Я думаю, механизм у этих побед разный. Нет, несопоставимо, потому что команда просто работает по-другому совершенно. У нас другой склад в команде, другая подготовка, другое отношение к игре, и это совершенно другая вещь. Давай по порядку. Со склада этой команды. У вас там со стороны кажется, что это микс хорошего опыта и молодости. Там есть опытные ребята, есть молодые игроки. Лично моя теория, что в успешной команде, хороший состав хорошей команды, там действительно должны быть хотя бы там 1-2 опытных игрока. Ну, либо старых там, я, типа, да. Типа тебя. Да, и какие-то молодые заряженные, какая-то молодая кровь. Расскажи, как устроено у вас. Ну, смотри, у нас... Я бы не сказал, что Дукалис как будто бы новичок на просцене, но при этом он... 2-3 года вроде он играет, как бы, но ведет он себя как опытный человек. Поэтому у нас устроено так, что... Ты про внутриигровые, как бы... Да-да-да, просто про устройство команды изнутри. Ну, у нас очень много делает наш коуч. Он дает нам... как бы план на игру, он подготавливает драфты, мы с ним общаемся по этому поводу, как бы он вообще очень незаменимый человек у нас в команде, как видите, у нас результаты без него, это пиздец. Топ-8, и мы на рейсе там проиграли Авулус, я помню, тоже 0-3, без шансов. Джерекс на тренере не справился? Он не был тренером изначально, он был как коуч-психолог скорее. Какие-то проблемы в команде он приехал решать, вот, и смотри, как она будет работать, чтобы дать какой-то фидбэк. И так устроено у нас, что в целом за игру, за внутриигровые какие-то движения и планы на игру у нас отвечают я и Дукалис, и вот сейчас Алан пришел, он тоже очень много начал колить, что не всегда является хорошо, но он большой молодец, он сильно импровится с каждым днем. Ты говорил уже в каком-то интервью, что сложно с ним, потому что у него молодая неуемная энергия. Я могу это подтвердить, потому что сначала он играл в Team Spirit в основе. Слышал фидбэк? Да, он очень энергетически заряженный парень, гиперактивный. Раскрой поподробнее. Давай, наверное, начнем вообще по порядку. Давай. С момента прихода Алана в Parivision и что сейчас мы имеем. С момента прихода Алан вел себя в команде как мелкий пиздюк и много очень негатива принес в команду с собой. У нас очень много споров, чего у нас вообще не было до него. А можешь пример рассказать? Один какой-нибудь? Да, без проблем. Вот мы сидим, мы играем КВ, я помню, на
на фиссуре. Это первый наш турнир совместный. Типа, вот он сидит, он там ошибся очень сильно на наге в игре. Он буквально без байбека сам сдох. И мы ему говорим, типа, Алан, не надо этого делать. Он идет, умирает. И после игры говорит, бля, ребят, ну вы на очке играли. И флеймит нас. Я говорю, я просто встаю, я говорю, типа, Алан, у нас в команде никогда никто никого не флеймит. Типа, ты не должен вообще себе этого позволять. Ну, вот такие моменты, типа, были у нас. Они продолжались где-то, но уже стало гораздо лучше. С этим он... Ну, был тоже казус на Валахе в гранд-финале. Не в гранд-финале, а в финале Венеров. Но он сильно импровится, и ему большой респект за это. Он красавчик. А как ты думаешь, за счет чего он импровится? Какие вы не знаю, усилия в это вкладываете? Пиздец, как много, если честно. Мы буквально на Дримлиге, когда у нас игра не шла, у нас после каждой игры, на прошлой Дримлиге, мы сидели после каждого БО-3, час или два разбирали. У нас было 2 игры в день, это было там условно 2 часа дня. Мы закончили в 5, мы сидим 1,5-2 часа, обсуждаем реплей, что было не так, почему это происходит. И зачастую мы разбирали это в помощь Алану, потому что он не делал те вещи, которые мы просим. Он противился очень сильно. И потом мы доигрывали еще одну серию, там, 12 ночи, и мы опять час сидели. И так мы провели, не знаю, дней 10 просто бесконечного там обсуждения. Просто пример. Сейчас маленький автоп. Есть ли такое, что вот подобный подход, который вы сейчас применяете к Алану, возможно, такого подхода не хватало тебе, когда ты был юным игроком, там, в ВП и до? До 100%. У нас был совсем другой подход в ВП, он был куда жестче и прямолинейней, и абьюзней. Вот есть здоровые отношения, а есть нездоровые отношения. Вот мы были в целом в нездоровых отношениях, но не работали. Вот, ну, это мое понимание. Вован, я не думала, что я когда-нибудь это произнесу вслух, но ты сейчас самый возрастной мидер на про-сцене. И ты остаешься в топе, ты на высоте. Как ты думаешь, какова в этом роль спорта, которым ты занимаешься? Но что-то одно сложно выделить, но спорт точно очень сильно помог в этом. А давай вот в целом, какой комплекс мер ты предпринимаешь для того, чтобы оставаться в тонусе в целом в жизни? Ну, во-первых, тебе нужно поддерживать твою мотивацию постоянно. Как бы она тоже не вечная, она может угасать, особенно когда у тебя все дела идут плохо. У меня 3 года было все очень плохо. То было тяжело. Вот это первое. Второе, нужно поддерживать свое здоровье психическое, физическое. Нужно уметь отдыхать, нужно уметь разгружаться, нужно уметь находить какие-то новые интересы. Да дофига всего, если честно. Так не перечислить сразу, на ум все не придет. Давай по порядку начнем. Окей, мотивация. Как ты лично со своей мотивацией работал, работаешь? Я много раз слышала в интервью от тебя отсылки к твоему психологу. Расскажи вот сначала об этом. Ну да, он очень сильно мне помог за эти долгие годы. Без него, наверное, я бы сейчас здесь не был точно. Это ключевое вообще, что я бы выделил. Я недавно как раз с ним общался и сказал ему, что он нереально крутой, и огромное спасибо ему за те 4 года, которые я с ним работаю. Наверное, он как бы, ну, работа психолога — это отзеркаливание же, ты задаешь ему вопросы, как бы, и вот он меня очень сильно помог навестись на нужные вопросы, что я хочу, как я хочу и почему я это хочу, и в итоге вот моя мотивация отсюда выходит, потому что, да. Можешь привести конкретный пример? Какой-то совет, какая-то практика, какая-то механика, какое-то задание от психолога, которое помогло тебе наиболее сложные моменты в себе проработать? Ну, у меня был момент, я думаю, наверное, позапрошлым летом, то есть 2 года назад, когда я хотел еще бросить доту. Это был момент, когда я играл в LG, и у меня все пошло по полной уже по одному месту, короче. И я помню тот момент, когда я доиграл на керри, я позвонил и говорил, типа, ну, у меня все сыпется, у меня нет уже ни желания играть, я не хотел играть в паблики, вообще не стараться. Я уже понимал, что очень маловероятно, что меня возьмут в нормальную тиму в тот момент уже. И она меня навела просто на мысли, почему мне нравится, что я хочу. Как бы она вернула вот то, что у меня было, то, что я забыл. Почему я хочу играть в доту, например. В первую очередь, потому что мне это нравится. И мне просто смотрел только на трудности, и то, что у меня ничего не получается, и очень большие ожидания от себя имел. И когда у тебя был супер хай, и когда ты на супер низу, ты как бы, ну, этими ожиданиями себя очень сильно душишь. Очень сильно. Вот она мне помогла открыть глаза, что нужно от этих вещей избавиться. И если тебе, правда, нравится игра, и ты хочешь играть на турнирах, тебе просто стоит делать, попробовать еще раз, типа дать себе еще шанс. И вот.
А как ты ответил для себя на вопрос, что тебе нравится в доте, за что ты любишь играть? Играть на турнирах. Мне вот именно хочется играть на турнирах, мне хочется выступать на Тир-1 сцене, мне хочется, ну, в первую очередь, это признание людей, типа, это деньги, это слава, как бы простой момент. Ну и Аегис. Очевидно. Ну вот был здесь один из моих вопросов, насколько в этой схеме завязаны люди именно? Люди, какие люди? Я вот не помню. Вообще не важно. Просто люди как вот фактор. Ну, сильно. Если бы не было людей, я не играл бы в доту. Если бы люди не смотрели доту, я бы не играл в нее. Если бы не было ланов, я бы точно не играл в доту. Играть дома, это, ну, типа, ланы для меня, вот, это мое удовольствие в доте. Я играю в доту ради того, чтобы выступать на ланах. Мне это больше всего приносит удовольствие. Смотри, скажем так, в Восточной Европе существует веками выработанная стигма у людей, что ходить к психологу – это зашквар, что нужно идти, если у тебя прям реально проблемы, и то даже если у людей проблемы, они к нему не идут, чего-то боятся. Вот ты человек, который давно работает с психологом, можешь свой point of view рассказать людям, которые посмотрят это видео. Почему это полезно, почему это важно, как тебе это помогло, и вот в таком ключе. Ну, изначально он был моим спортивным психологом, а потом мы начали уже просто общаться о жизни. Но тут важный момент, что я к нему шел, опять же, в сторону спорта, но я искал себе до этого еще лично психолога, просто у меня не складывалось. Почему это важно? Потому что это, наверное, тот человек, с которым ты можешь высказать все, что ты хочешь, у тебя не будет ни стеснения, даже если у тебя есть, там, я не знаю, самый близкий друг, ты, скорее всего, можешь ему не сказать то, чего можешь сказать психологу. Потому что у него есть врачебная тайна, и ты как бы можешь делиться всем, что угодно. Он тебя выслушает, он тебе подскажет, что это и почему это с тобой происходит, и он тебе поможет с любой твоей проблемой, с любым твоим вопросом, с которым ты обратишься. Это нереально круто. Потому что многие люди как раз-таки держат все в себе. Я один из таких тоже был. Ты можешь, если ты готов этим поделиться, рассказать о тех чертах, которые тебе мешали расти, да, там мешали быть счастливым, реализованным, что ты в себе проработал с психологом, что изменилось? Слушай, ну первое, наверное, то, что я наконец-то обрел, это, ну, я начал учиться любить себя и принимать себя таким, какой я есть, и это невероятно крутая вещь вообще, как, ну, как бы с моим детством тяжелым и окружающим миром, который я проживал, это типа, она мне сама сказала, это пиздец, как круто, что ты этого вообще можешь достигать, потому что, ну, было тяжело очень, как бы. И сейчас уважение какое-то тоже к себе на высоком уровне. И вот если в плане доты, но это будет критицизм, потому что как бы я как игрок всегда критиковал себя очень сильно. И когда я там промахивался кнопкой и так далее, там, или проигрывал турнир, это типа для меня крах света был, условно говоря. И вот это нереально сильно влияет, на самом деле, ну, на многих людей, я уверен, в киберспорте и в спорте. И вот от этого я смог начать смотреть на это с другой стороны и понимать, что с этим можно работать вообще по-другому. И если ты промажешь кнопку и проебешь турниры, это не конец света, можно же и дальше радоваться жизни также. А вы применяете психологический подход сейчас в работе с этой командой, с Parivision? Да, у нас есть другой психолог. Совершенно. Ну, у нас есть командный психолог, вот, с которым ребята работают. Я со своим работаю, мне по кайфу. Чья это была идея? Это на старте было решено, что вы работаете с психологом, или ты принес эту идею? Я привнес эту идею в коллектив изначально. И Я сказал её сразу, приняли? что да, приняли вообще с кайфом все ребята, я думаю. Ну, они не часто этим занимаются, не так, как я. То есть я там буквально каждую неделю на протяжении 3 лет, сейчас уже гораздо меньше. Они, когда у них вот что-то есть, вопросики по команде, личные вопросы, они обращаются. Видишь импакт? Пиздец. Можешь хотя бы один какой-то мелкий пример, не обязательно какой-то суперсекретный? Да, наверное, самое простое. Я Диме, когда только в Cloud9 пришел, я ему говорил, что ему нужно пойти к психологу, потому что у него какая-то там определенная боязнь, ну, я не буду называть конкретно чего. Вот он полноценно избавился за буквально 3 похода к психологу и стал вообще другой личностью в игре. Есть ли что-то, что бы ты хотел сказать Лёхе, если бы он оказался сейчас на моем вот месте перед тобой и в полном принятии тебя бы готов был послушать? Нет. Ты закрыл для себя полностью, вам нечего больше обсуждать. Да. И если Ну, если когда-нибудь... от меня человек просто отказался. Он мне написал прямым текстом, типа, мы с тобой больше никогда не будем общаться, удачи тебе, здоровья тебе, брать. Если когда-нибудь Лёша придет к тебе с разговором искренним, ты примешь? Я не знаю. Я думал над этим. Наверное, как мы люди разумные, он ценный человек в моей жизни, я бы подумал над этим. Но чувства говорят нет.
как бы я на него забил, но вот если я об этом начинаю думать и говорить об этих всех ситуациях, просто я чувствую негатив с его стороны, в мою сторону. Типа, вот так вот. Ну, то есть ты просто закрыл эту страницу и пошел дальше? Да. Я просто не думал. Ты мне задаешь вопрос, я не знаю. Может быть, в моменте мы бы пообщались, что-то пообсуждали, но я уверен, он не изменился. Просто вот такого чувства есть. Если бы он изменился, понял бы свои, моменты все и пообщался бы со мной над ними, я бы его понял и принял бы его ответ, тогда, я думаю, может быть. Ты следишь за его карьерой сейчас? Наблюдаешь? Просто иногда я увижу, что у него там было 10 тысяч онлайн, отвечаю. Сейчас 3, я думаю. Знаю, что он сейчас Тиму вроде сделал, Яндекс недавно новость выходила. Я не то чтобы слежу прям, но новости читаю. Что думаешь? Что думаю по поводу именно? По поводу команды, карьеры стримера. Рассуждать с логической точки зрения, ему давно было пора уже заканчивать карьеру, идти тренером пиздатым становиться. То есть у него-то знания о доте, они есть. Ему играть, мне кажется, тяжело, если он не меняется. Но тренировать людей, у него супер хорошие знания по доте. И про устрою команды, наверное, тоже есть, просто тоже их можно подкорректировать. Хорошо, перейдем от вашего разрыва в Нави к тому моменту, когда ты не в Нави, и ты не понимаешь, что тебе делать и куда идти. Тогда я помню, я поехал со своей девушкой, бывшей уже, в Италию, отдохнул, вернулся. Мне Ами, это спортивный директор Нави, писал, говорил, давай соберем состав. Я очень долго думал, я почти согласился. Хорошо, что я не согласился в тот момент. Я приехал в Киев, я начал заниматься переездом, думать о будущем, о команде. И в итоге, я помню, по-моему, Сеп выпустил твит просто, что они ищут керри. А я как раз думал над тем, что, я попытался попасть в Liquid. Мне сказали, что меня почти... я был второй в очереди после Ниши. Если Ниша захочет в отпуск уйти, мы возьмем тебя. Ниша согласился, как мы все видим, они выиграли Инту, у них все хорошо. И другие составы были уже full. А я хотел играть, потому что мне нечем было заниматься. Я понимал, что если я приеду еще в другую страну, у меня вообще крыша едет без занятия какого-то. И написал Сеп, и я написал им, и мы давай в LG соберем. Давай. Недолго история проиграла с Йоханом, по крайней мере, потому что я приехал в дом, я помню, к нему переехал, он меня пригласил пожить. И мы сыграли, по-моему, с ним 2 недели. И через 2 недели он просто сказал, я не могу, это не для меня. Смотри, мне вот лично весь этот эпизод с LG интересен не с точки зрения киберспортивной команды, а скорее как с точки зрения киберспортивного кэмпа для тебя. Потому что я прекрасно помню твои впечатления, когда ты там оказался. Мы с тобой созванивались оттуда, разговаривали много. И я помню твои горящие глаза, когда ты туда приехал, и ты мне сказал, Маш, тут вообще все по-другому. Я вообще не подозревал, что можно вот так жить, вот так тренироваться, вот так общаться друг с другом и вот так работать. Да. Расскажи, наверное, больше об этой части. Я думаю, это всем интересно послушать, узнать, потому что, это какая-то магия, мне кажется. Именно отношения внутри LG между людьми, насколько они сплоченные, насколько там откровенно все открыто проработано, по крайней мере, со стороны мне так кажется. Наверное, это больше про Йохана история. С Йоханом было невероятно легко вообще, круто. Я очень много от него узнал о доте. Супер, невероятно опытный чувак. Он просто гений. По-другому не опишешь. И даже с тем, что он не играл уже 2 года в доту, не заходил, он приносил такие идеи классные прям. Как у них в организации все устроено? Слушай, мне кажется, это довольно типичная европейская организация, с тем, что я поиграл уже в Европе и в европейских организациях. Для меня это было просто новостью, как люди там общаются, как они смотрят демки, как они общаются в игре. У них нету флейма друг на друга, они смотрят супер спокойно, разбирают моменты, просто говорят, что вот так вот, что вот так вот. У нас же это просто срач был постоянный, все друг на друга пиздели, кто-то ошибся, у нас в игре иногда пиздели, там вообще этого нет, там легкость. К тебе есть доверие, ты должен, это доверие оправдать. Не оправдывать, что ли, чувак, условно говоря. Что-то такого. Супер здоровые, классные отношения, как будто бы. И да. Чем тебя Йохан удивил, как личность? Я просто помню, что ты действительно, он тебя заряжал в какой-то момент, пока ты там находился, и ты со мной этим делился. Слушай,
Помимо того, что он достиг самых невероятных успехов на тот момент в истории Dota 2, он очень веселый, легкий, классный, очень умный чувак, который любит жизнь, любит доту и очень много всего разного делает вообще. И вот эту жизнерадостность я у него пытался подчеркнуть, и что он занимается, там, у него 25 дел, у него свой дом, свой сад, собаки, девушка, у него куча поездок разных, он ездит по разным этим, как его, фестивалям. Походы всякие, у него, он домостроительством занимается, бассейн у него, и, типа, зал он входит, типа, питание следит, он, типа, супер много всего делает. А я приехал, я сидел в доту, играл вот так вот, просто кушал, ел, играл в доту. И типа я посмотрел на вещи немножко с другой стороны. Вот. И это было очень круто. Очень крутой чувак, вообще. Респект ему. Он мне очень сильно помог, потому что он мне бесплатно дал у себя пожить в доме 5 месяцев. Опять же, возвращаясь к Parivision и текущему составу, он же сформировался тоже не сразу, Не сразу. Он начался, грубо говоря, с Entity. Ну, типа. Ну вот первый драфт этого да, состава начался с Entity. Да. Давай попробуем пройтись по вот этим важным основным вехам формирования текущего финального состава, в котором все работает правильно. С чего вы начали? Там была довольно сложная история с Cloud9, которая выкупила уже Entity. Так получилось, что мне сказали, окей, давай попробуем что-то собрать, а у меня уже не было коллектива на тот момент, в котором бы я хотел играть. Я говорю, давайте попробуем собрать. Ну вот банда Нуна появилась. Да, ну она появилась не сразу. Типа, я написал Эдгару, я помню, он сказал, о, прикольная идея, если там условно там Дукалис будет, я написал Дуки, он сказал, о, там Эдгар, Диман, ты, типа, ну, как бы... И вот игроки, как я понял, они пошли за мной в первую очередь, потому что я показал хорошие результаты, проявился как игрок в последний год. И вот Эдгар и Дука присоединились, и они уже как в два саппорта в целом выбрали нам керри Кристаллис на тот момент. Вот так сформировался в целом наш состав на тот момент. Угу. А вот смотри, то, что с Entity, по сути, сохранилась только связка тебя и ДМа, вот за счет чего ДМ остался вот с тобой, а все остальные люди поменялись? Короче, я сказал сразу Cloud9, хоть у меня не было договоренности, что я, скорее всего, буду делать состав в будущем на 2 года, но после результатов на Инте я сказал... Типа, сори, мне хочется все равно, там, недельку посмотреть. Я не знаю, это вроде норм, но вроде как бы я нарушил договор между, там, Джеком, это главный, это owner Cloud9. И я понимал это, я понимал, что я, могу там лишиться Cloud9 в итоге, но все равно я пошел на это, потому что, а вдруг получше состав будет, а вдруг у меня, карьера, она не вечная, мне уже не 17 лет. И трезво я понимал, что это последние года мои в киберспорте, я хотел бы провести их по максимуму и в самом сильном составе, потому что Инт хочет свежо выиграть пиздец как. Вот. И он мне просто сказал, они нам сказали на автопате, оно началось там в 8 часов вечера, у вас есть время до 12 ночи, или вы кикнуты. И я просто моментально, окей, нет, все. История для меня была закончена, Cloud9, и они сказали это всем, и Ватсон сказал нет, и Катаоми сказал нет. Вот. И потом... После Инта, когда я приехал домой, я начал думать об этом всем, что вообще произошло. Я начал писать Ватсону, Катаоми. У нас вообще мог быть состав Ватсон, Катаоми, я. И это почти договорено было, но потом Ватсону прилетел инвайт от ГГ, Катаоми в последний момент просто скочил. Он тоже не очень правильно поступил. Он мне говорил, да, окей, давай, с Ватсоном, круто. И потом в какой-то момент перестал отвечать и говорит, я с Пиром. Я такой, бро, круто, что. Они не смогли состав полностью собрать в Cloud9, который они хотели. И я так понял, у них овнер расстроился и сказал, собирайте, что можете. Что-то из такого формата. И они мне написали, сказали, давайте соберем что-то дельное. Я говорю, давайте попробуем. Вот, я начал собирать, я написал Дуки, Эду, но потом получилось немножко по-другому. Меня не сильно устроили условия. Я начал общаться с владельцем Джеком. Я не помню его фамилию, к сожалению. И я ему говорю, чувак, меня не устраивают условия, которые ты мне даешь сейчас, потому что я думаю, я стою чуть больше, чем ты можешь дать. И в какой-то момент я просто такой, я уже понимал, что у меня есть оффер получше, и я просто сказал, нет, сори, я ухожу. И, как-то ребята пошли за мной. Вот. Правильно ли понимаю, что это уже был тот оффер, который в итоге произошел с Parivision? Да. Но это, если что, произошло за один день. Мне пари приложили вечером, я уже почти подписал на тот момент. Я думал, что мне не нравится оффер, но у меня не было ни одного другого, и мне пари предложили пообщаться, они предложили мне условия, я там назвал чуть больше сумму, чуть-чуть, и они мне сказали, да, окей. Я такой, это то, чего я хотел, это риск большой, я знаю, что я могу подставить много людей, но я решил попробовать уйти сам, и потом по чуть-чуть, люди просто сами пошли ко мне, потому что
захотели со мной играть. Люди, которые в тебя поверили, пошли за тобой, вы стали по ревижн. Да. С Кристаллисом. Я очень хотел Антоху Драча, но он, к сожалению, не смог пойти по определенным причинам, которые я не буду называть. И он отказался в итоге через этот пару месяцев. Я думал, я Тора, но я Тора пошел в Спирит. Но это все было через пару месяцев после их отпуска. И нам нужно было найти керри, мы нашли Кристаллиса. И я, честно говоря, сильно был удивлен, насколько, я не считал его тир-1 игроком. Даже с его результатами я не считал, что он может быть на уровне Дурачо, Ятора и всех остальных керри. В итоге он меня очень сильно удивил. Он очень крутой тиммейт, очень крутой игрок, и мы с ним начали топ-3 на всех турнирах просто занимать вот так. Конечно, это пиздец сколько работы, но все равно это было как по маслу шло. Так раз он такой классный тиммейт и человек, что пошло не так? Да ничто пошло не так. У нас в коллективе, я помню, мы с Дукой ехали, когда на Бангкок, мы обсуждали, что вот у нас как будто есть потолок в команде. Вот мы топ-3 занимаем, но дальше не можем пробить вот этот потолок, и мы трезво понимали, что проблема в наших корах, в одном из трех. И мне, он говорит, в тебе я не вижу проблемы, в Димане я тоже не вижу проблемы, и в Кристаллисе я не вижу проблемы. Но какой-то из этих механизмов, он просто не работает. То есть, условно, у нас есть там Дима и Кристаллис, которые играют примерно одинаковым плейстайлом, они играют там сами коры оба. И я, который могу играть в сами коры, могу фулл-кор играть, но фулл-кор не работает сейчас в миде. И у нас вот такой вот нестак произошел. И мы думали уже, что после Бангкока мы в любом случае делаем замену. И, скорее всего, это был бы Кристаллис. Дима, слишком охуенный игрок. Мы выиграли Бангкок, мы все охуели. И я уже понял, что, скорее всего, замены не будет. Но потом мне написали Spirit, или написали Spirit, по-моему, Сереге Гламазе, нашему SEO, и сказали, вот такой вот оффер есть. Я предложил это ребятам, и мы все дружно сошлись на том, что это будет усилением нашей команды просто. Ремко супер охуенный тиммейт, я не знаю, один из самых приятных, крутых людей, с которыми я играл. Очень круто с ним просто было играть в доту. Но мы выбрали просто потому, что подумали, что вот так будет больше шансов на победу на многих турнирах. Все. Свежая кровь, зона нереальная у парня, у молодого, заряженного, дикого. Но он очень хорошо играет в доту. Факт. Как ты думаешь, Спирит правильно поступили, что отдали его вам? Да, я думаю, извини, это Ятора. Да. Вопросы есть? А твое личное мнение на дистанции? Я думаю, Илюха гений, и он может, он играет супер круто. Вот. Правильно это или неправильно, не мне решать. Но я думаю, они были рады отдать Алана. Зачем его держать на банке? Ты был рад приходу Сатаника? Что ты вообще чувствовал? Что ты чувствовал, когда пришел молодой, заряженный, безумный парень в состав? Первую неделю я был безумно счастлив, потом, когда начались его приколы, было очень тяжело. Я понимал, что над этим можно работать и нужно работать, но я знал, что от него нужно, чтобы он шел навстречу. Вот в этом была самая проблема, что он не шел навстречу очень долгое время. С ним было очень тяжело. И вот в какой-то момент все изменилось, и он просто стал лапочкой сейчас. Конечно, много проблем все равно, но по сравнению с тем, что было, он лопусик. Здоровье. Ты занялся всерьез своим здоровьем. Да. И у тебя потрясающие результаты, насколько я понимаю. Расскажи об этой части. Насколько я знаю, ты прям очень внимательно за ним следишь. Да, у меня там пошел к эндокринологу в прошлом году еще, курс витаминов у меня выписал, который я принимаю. Помимо этого у меня спорт уже, я не знаю, 7 лет. У меня ни разу еще в жизни не болела спина, например. Я знаю, что у многих спортсменов туннельные синдромы и так далее. Как будто, если ты занимаешься спортом, все эти проблемы на постоянной регулярной основе, и хорошо, то у тебя проблем не должно быть, только если мне не повезло с генетикой. Как выглядит твоя работа со здоровьем в бытовом плане? Что ты делаешь? Еще и давно я начал проходить всякие чекапы, и год назад у меня было очень плохое самочувствие моральное, и я не понимал, почему. Я пошел к эндокринологу просто проверить, сдать анализы, спросить у него советы и так далее. Он мне расписал комплекс витаминов на весь год, посоветовал, что мне нужно есть, что мне нужно делать, я начал это делать, и у меня резко улучшилось самочувствие просто на физическом и эмоциональном уровне, и все стало очень круто. Помимо этого зал 3 раза в неделю, помимо этого здоровое питание, насколько это возможно его в киберспорте поддерживать, и психически тоже нужно еще держать себя, на самом деле, в хорошем здоровье, не творить хуйни. А в зале, в зал можно ходить по-разному, сам понимаешь, можно просто пойти что-то на снарядиках пофукашить и пойти домой с чувством выполненного долга. У тебя есть там индивидуальный тренер, какая-то программа тренировок, разные нагрузки, может быть, ты пробовал разные программы.
Да. Ну, с годами у меня все разное было. Иногда я ходил в зал сам, иногда я занимался дома с личным тренером, который ты мне советовала. Я тоже с ним занималась. Да, как бы, но вот сейчас я пришел к тому, что я здесь хожу в зал, банальная история, пошел к тренеру, как бы он мне выписал, ну, он со мной проводит тренировки, но в последнее время, если честно, стало это настолько тяжело, пиздец как, что я ему сказал, я не хочу так заниматься, потому что после каждой тренировки я чувствую себя как выжатый лимон, я 3 часа лежу, условно говоря, ничего не делаю, потому что, ну, там у меня по 500 калорий просто сжигалось, это все, это даже не силовые. Вован, я, если честно, ходила с тобой в зальчик пару раз вместе, и я видела твою тренировку. Можешь немножко зрителям объяснить, что тебя там тренер заставляет делать? Это сложная нагрузка. Это круги почти без перерывов. Это типа, условно говоря, ну, банально первое, это там условно у тебя... Сейчас, дай вспомню, Ну, как это называется. воркаут. Это прям... Ну, нет, не воркаут. Это просто, это как бы фэтберн, но это круги, они без перерывов. Типа, условно, у меня там может быть 3 круга, потом 2 минуты бега, подождал 30 секунд, повторил. Вот так вот 3 круга подряд. И я выхожу, и я просто в ахуе с этого вообще. Я ему сказал, все, давай полегче. Вот мы вчера занимались, было гораздо легче, я ему очень сильно благодарен. Тяжело все равно, но... Ну, описать тебе именно какие занятия я делаю? Ну, может быть, там одно из упражнений, которое ты считаешь, что это просто там жесть или очень полезное. Бёрпи — это пиздец. Ну, типа, у меня вот было такое, что я... Как это называется? Брусья, 10 штук, потом ты делаешь, потом ты толкаешь, там, как это... Как чемоданчик такой толкаешь туда-обратно, без перерыва. Потом ты делаешь бёрпи, потом ты приседаешь еще. И я просто в ахуе с этого. Я не понимал, зачем я это делаю. Но помогает? Эффективно? Ну, эффективно умирать после этого. Да я не знаю. Ну, это слишком жестко. Ну, да, я спортом нормально занимаюсь. А у нас было недавно в одном из блогов Team Spirit разговор такой, что Мага говорит, мне Корбин запрещает ходить в качалку на турнире, это типа мне мешает, это мне вредит. А как у тебя с этим на турнирах? Но я просто не занимаюсь, если у нас вечерние игры, потому что я утром не занимаюсь. А так, если у меня игра там даже в 10 утра, я пойду вечером позанимаюсь, в этом нет проблем. А что ты будешь делать в этом Но случае? я не буду я не буду делать что-то на руки, типа там, я не буду 100, блядь, делать 4 круга, условно, от груди. Я буду стараться просто делать full body и немножко руки затрагивать, чтобы быть в тонусе, и все. А тиммейты твои берут с тебя пример, смотрят на тебя, задают вопросы? Да, некоторые попробовали пойти в зал, они уже перестали ходить в зал. Это было на Валахии. Это Дима пошли. Дима сразу сдался, Эдгар вроде вот по чуть-чуть тянется. Как ты сам считаешь, стоило ли бы ввести фитнес-нагрузки как обязательную практику в командах? Не, я не думаю, что нужно людей заставлять что-то делать. Это все же дело в удовольствие. Как бы это круто, это полезно, но человек как будто бы должен сам к этому приходить. Если ты будешь заставлять человека делать, мне кажется, у него отпадет желание это Ну, значит, не заставлять, а это вот так же, вот как на уровне там, с правильным нормальным питанием, с работой с психологом, то есть какая-то минимальная ОФП-нагрузка, какая-то минимальная фитнес-поддержка. Это тоже, правильное питание, это тоже пожелание, потому что много людей есть неправильно на турнирах, это тоже нормально. Дофамин нужно получать. Нельзя есть рис с улицы каждый день, иначе ты сойдешь с ума. Вот у меня был случай на Валахии, это было уже 20 какое-то там число, это мы уже 3 недели вместе на турнире, и я понимаю, что меня нереально кто-то заебал в команде. Я пошел, выпил Кока-Колу, и у меня все стало хорошо. Ну, потому что это тяжело. И с психологом тоже ты не можешь пойти, как будто бы, если ты этого сам не захочешь и не поймешь правильность этого. Заставлять себя не нужно, ну, как будто ничего делать. Это все должно происходить из наития. Хоть хочется попробовать, прикольно. Ну, как будто бы. А ты не замечал такую тенденцию, что многие алды про-сцены, ребята, которые пришли в киберспорт на его там, зарождении, в какой-то момент поняли, что в юности похерили здоровье, и сейчас плотно многие занялись спортом, здоровьем, знаешь, там, своей жизнью. Вот примеры, которые ты видишь, которые яркие, и тебе кажется, что это прям удачные кейсы. Которые из того, что начали делать для своего здоровья. Я знаю человека, который похилил свое здоровье просто так. Кто? Это Miracle, который пил Red Bull, и у него там... Я не знала об этом, расскажи. Ну, он очень много энергетиков пил, и у него просто, как мне сказали, типа там с желудком огромные проблемы начались в какой-то момент. Вот. А он прям каждый день, на каждом турнире, и, по-моему, даже до сих пор, когда увидел на турнире, он стоит, курит сигаретку, Red Bull запивает. Ну, типа, там все что угодно с желудком может быть. Вот. А вот примеров, кто похерил свое здоровье и начал заниматься спортом из-за этого, но в моем окружении киберспортсменов, наверное, нет. Ну, подожди, Рамзес, у которого начались проблемы со спиной, он пошел на спорт. Ладно.
Я просто даже не подумал, да, Ромыч, кстати. Ему нужно, потому что у него проблемы со спиной, он сам об этом говорил. Ему нужно постоянно заниматься спортом, чтобы у него все хорошо было. А кого ты чаще всего в зальчике на турнирах встречаешь? Флая, конечно, из... Слушай, Он да, босс качалки. Бэтбум, Миера, ГПК ходит постоянно, Лукаша я видел часто, Миша, качок пиздец, кстати. Так он 120 от груди делает, вообще на изи. Ты много говоришь про вклад вашего тренера, что действительно без него таких результатов бы не было. Я, на самом деле, лично сама очень рада, что киберспорт вырос до такого состояния, что теперь функция тренера в командах стала гораздо, наверное, важнее и масштабнее, чем было, когда мы с тобой начинали в киберспорте. Да, 100%. В этом плане индустрия выросла. Ты в одном из интервью говорил, что вы с ним разговариваете даже во время матчей на английском. Мне кажется, что это сложная коммуникация. При этом результаты говорят об обратном. Как это выстроено изнутри? Да, все до невозможности просто. Когда ты общаешься на родном языке, то ты говоришь очень много слов-паразитов по типу, пойдем, мид, парни, у меня парни, могу встать в позицию, а на английском у нас просто простая коммуникация. Go mid. Вместо 10 секунд рассуждения. Или там меньше эмоциональности и так далее. Мы когда мы играли с Кристаллисом, сразу на английском 70% на английском, иногда на русском общались. Но потом, когда пришел Алан, мы попробовали поиграть месяц на русском языке и поняли, что это какая-то хуйня. У нас мы просто играли же в ЕУ все вчетвером в прошлом году, и мы все общались на английском языке практически все время. А Алан как? Он быстро подтянулся? Алану сначала сильно не нравилось, но он втянулся тоже со временем, И понятное дело, что мы можем говорить какие-то вещи, условно, я могу Эдгару сказать, приди на руну. Или го задайвим. Как-то вот так вот. Точно ты можешь, но в целом мы общаемся на английском. То есть изнутри ты точно можешь сказать, что языковой этот тумблер, который у вас переключается на английский, он не делает вас слабее. Ты понимаешь, да, о чем я говорю? Есть же такое понятие, что я, например, на родном языке я отлично шучу, да, там есть какие-то важные вещи, которые ты можешь только на своем родном языке сказать. А на английском, ты немножко тебя другой. Сковывает, да, я понимаю. Где-то есть моменты, где ты не можешь, но 95% это помогает. Просто оно чище коммуникация становится. Только из-за этого мы это выбрали. И плюс коуч может смотреть наши войсы в играх и понимать нас. Это тоже большой плюс. И потом он говорит, что они там, где не так было. То есть просто механический рабочий язык ваш. Да. Супер. Странно, да, звучит? Да, я не думала, что это, что-то работает. 5 русскоязычных на английском говорят. Да. Смешно тоже. Я тоже, когда об этом думаю, это какой-то бред. Но работает. Когда ты начал больше времени проводить с западными игроками, с иностранными командами, ты увидел на дистанции разницу в подходах и что вы делали не так в моменте своего пика? Да. Она колоссальная в том плане, что они гораздо легче относятся ко всему. У нас это do or die, оно нас преследовало Virtus.pro все года. И что это значит? Это, тебя ебут за ошибку, за любую, ты должен играть идеально. Там же люди к этому относятся совершенно по-другому. Они к доте относятся и к жизни по-другому, и они приносят этот взгляд в доту. Я общаюсь с Жерксом, он мне, говорит, не получилось, ничего страшного, мы проиграли, он говорит, так, давайте посмотрим, на вещи, которые, у вас получились. Это то же самое у нас со Стине приносит, давайте мы не будем сейчас про негатив, у вас это круто получилось, исправьте просто мелочи, указал на них, и вот так вот. Это подход Астини, он такой же. Я так понимаю, они друг у друга это подчеркнули, или Астини у него. И это, как минимум, этот подход, это уже колоссально меняет, устрой команды. Потому что играть это давление на тебя оказывает, если на тебя пиздят. Просто за ошибки. Ты боишься ошибаться. А там этого нет. Там налегке все. Ошибся. Посмотрите на Топсона. Чел же просто бегал в 0.20 иногда. Всем пофиг. Да. Им, конечно, не пофиг, после игры всем, наверное, горел жестко на него, но он этого не показывал, не говорил никогда вообще. Они никогда не говорят тебе таких вещей. Еще одна черта, которую хочется сковырнуть в том составе, о котором мы уже поговорили, но все же. Наверное, это разница подходов. То, что мы сейчас наблюдаем в профессиональном киберспорте, это все-таки уже больше про систему, про профессиональный подход и так далее, про какую-то дисциплину. Да.
Ну, есть очень много темных облаков вокруг золотого состава Virtus.pro, которые отсылают нас к тусовкам, вечеринкам, нездоровому образу жизни. При этом команда безумно талантливых, скилловых, замотивированных игроков, которые собирают чемпионство за чемпионством, собирают все лавры, всю популярность, а потом вот так вот просто разваливаются. Я думаю, Из-за чего? Почему? Я думаю, в первую очередь мы могли выигрывать, потому что было другое время, это раз. Как раз таки не было команд по типу Team Spirit, которые... Я думаю, Team Spirit принесли вот именно в доту full дисциплину, киберспорт. Они выиграли инты, они показали всему миру, вот мы так делаем, мы не пьем, мы не мы супер готовимся, и эта дисциплина, она поменяла, мне кажется, мне так кажется, что именно сильно внедрила именно такие качества сейчас в киберспорт на таком уровне. Тогда это работало, да, дота была другая, люди играли по-другому, никто не умел еще много чего, только дискаверили. И почему у нас не получалось инты выигрывать? Ну, как раз-таки из-за такого лайфстайла. Как бы рок-н-ролл не работал, когда ты приезжал на инта, против тебя готовились месяц дисциплинированно. А ты приезжал, я помню, на 8-м инте, я говорю, ребят, что пикаем? У меня в плей-оффе на инте просто люди говорят, а давай Бейна возьмем. Я такой, а давай, вот это подготовочка. Охуенно. А я за драфты не отвечал никогда. Ну, типа, и на таком уровне. И как бы у нас в целом на интах примерно, ну, не прям, чтобы вот так вот было, но в плей-оффе я часто, типа, охуевал с того, что у нас нету даже бумажки с драфтами, блядь, условно говоря. Ну, это 8-й инт мы приходим, и я слышу против ЕГЭ, по-моему, а давай Бейна возьмем, или Вивера, кого-то из этих двух героев. Хороший герой. Все. Весь наш план на игру. Ну, типа, на драфт, первый драфт, и потом мы разберемся. Здорово. У меня сейчас коуч еще сидит, у него все вот так вот. Они с Диманом полностью фулл драфты строят. Мы знаем, что будет фраг пикать. Практически всегда. Дота, потому что стало такое уже. Все знают. Ну, это стало профессиональной Ну, индустрией. там, я не думаю, что сильно отличалось от того, что можно было предугадать пару героев-то. Сравнивая сейчас Virtus.pro, например, и Пари, колоссальное отличие, потому что у нас команда профессиональная. С хорошим подходом, никто, ну, типа, со здоровыми отношениями между друг другом. Мы создали, я создал в каком-то смысле, я большой вклад, я думаю, внес в это. Супер здоровую, классную атмосферу рабочую, где мы понимаем, что нам нужно делать, когда нам нужно делать. Конечно, ну, типа, многие внесли вклад, но, типа, вот так вот. Есть ощущение, что сейчас твоя жизнь гораздо более здоровая вообще во всех проявлениях? На 100% абсолютная правда. Я гораздо больше получаю. Возможно, с возрастом просто мудрость еще какая-то приходит к жизни. Но от жизни удовольствие я сейчас получаю гораздо больше, чем раньше получал. Когда мне нужно было ебашить во всем этом аду, скажем так, рок-н-ролле и так далее, как бы в доту. И это все под давлением. И давление сказывалось и изнутри команды, и извне, потому что как бы... Ну, вы еще и рок-звезды, реально. Типа, да, и на нас это все давило, и мы на себя давили. Я помню эти фразы по типу, блядь, это мой последний инт, нам надо его выиграть. Ну, как будто это не лучшая информация, которую ты можешь, и не самая здоровая, которую ты можешь дать своей команде. Как бы, и я не говорю только о Лехе. Рома тоже на инт, я помню, приезжал, и чел просто на 7-м инте сказал, он драфтил там полгода или на 8-м, честно, не помню. Какой-то из интов он приезжает, мы играем группу, и он просто перед плей-оффом говорит, я не буду больше драфтить. Или и типа ты такой, чего, ну ты это делал. И я делал, скорее всего, тоже много хуйни, 100%. И вот Паша и Роджер всегда у нас были в команде такими. Мне кажется, самые сложные роли у них были в итоге. На них всегда больше всего пиздели. Роджера мы вообще чуть не кикнули перед Куала-Лумпуром, там даже инфа ходила. Там было буквально, типа, на него так жестко оба кричали, и Леха, и Малый, типа, на реплее. Ну, вот такой вот у нас коллектив был, просто горячий. Мы, типа, мы не... думали, наверное, как это все нужно сделать правильно, или просто думали, что так надо, или велись на какую-то хуйню непонятную. Но вот супер горячий коллектив, который супер скилловый, но, к сожалению, как бы мы достигли нереальных результатов. Вы свою историю Я выиграл, написали. сколько? 1,7 миллиона Virtus.pro. Типа, я выиграл вот за этот год топ-3, топ-3, топ-1, топ-1, топ-2, 300 тысяч, а там я выиграл 1,7 миллиона. Типа, понятно, что команда была ебанутого уровня. Мы говорим просто... Сейчас, я просто сравниваю. Да, нет, безусловно, мы говорим о том, почему она не стала еще более крутой. Ну, как бы, я слышал это от Паши. Это наш спортивный директор. На чем мы там закончили? Команда... Да, я помню, мы с Пашей об этом общались, он то же самое говорил. Бля, какие мы
идиоты, что просто вот, типа, вместо того, чтобы тренироваться и правильно все делать, ну, он прямо текстом говорил, типа, что это Леха. Такую команду просрали. Ну, типа, он прям текстом говорил, какой Леха. Не будем в этот, типа, что как бы вот так вот все, потому что, но он был рулем команды, он всем этим управлял, он задавал движение. То есть, если сейчас люди на меня смотрят, так же мы всегда смотрели на Да, него, конечно. только, наверное, еще выше, типа. И как бы все его уважали, все его доверяли на все 100%, и до какого-то момента уже, ну, там, пока не распалось все. Вот, как бы, ну, и вот так вот мы, как бы, и закончили свой путь Virtus.pro. Путь был, конечно, это лучшее время моей жизни, если брать, просто говоря про результаты и достижения, не про удовольствие от жизни, но вот, типа, в плане дота это пиздец. Не, впечатлений тоже, слушай, Просто, была типа, масса, Вовань. Как будто бы, честно говоря, если бы мы делали все как надо, делали дисциплины и так далее, был шанс стать просто, оставить такой великий след, как условно Team Spirit сейчас оставили в доте. 2 entire лет. Ваши встречи со Spirit сильно отличаются от других матчей. И Корбин недавно сам сказал, что дерби теперь не ББ Spirit, а Parivision Spirit. В чем это отличие, в чем это особенность именно вот встреч с этим Spirit? Ну, если брать команду Spirit, она особенная в и геймплее, он супер дисциплинирован и выверен, скажем так, годами и тренировками, и обсуждениями. И это заметно, когда ты против них играешь, что они практически стараются не допускать ошибок. И душные они, пиздец. По-другому можно сказать еще, что они просто вот... Ну, вот они играют карту по-своему. Никто так дота не играет, как они. Четко, планомерно, уверенно вот идут вот к своему какому-то геймплею. Вот. Против них всегда карты, они такие душноватые получаются. Ты знаешь, что ты будешь много качаться. И они будут много качаться, они будут тебя за это пытаться наказывать, ты будешь их наказывать, и вот ты вот в этом вот как бы варишься. Но на Бласте они по-другому с нами сыграли, они пытались пятером отвечать мне почему-то каждую игру. Продолжая тему со Spirit, я невольно стала свидетелем одного коротенького видоса, кусочка вашего влога. Я не могу не спросить, Вован. Там был такой спич, причем он был, по-моему, от тебя. Было дело. Вы разговаривали с Сатаником. По-моему, это был чуть ли там не один из первых влогов или первый влог вообще команды. И Сатаник только пришел к вам в состав, и ты ему говоришь, типа, чувак, здесь не Spirit, здесь мы работаем по-другому. Да. Понятное дело, что внутрянка команды и то, что происходит в практисе... Не должна показываться. Конечно, это ваши личные разговоры и методы, которые вы применяете, пока никому не вредят, вы можете делать что угодно и говорить что угодно. Конечно. Раскрой мне изнутри, каким образом ты хотел мотивировать Сатаника, в чем был поинт, короче. Ну, потому что, мне кажется, он сильно привязан к Спириту, он очень сильно любит организацию, которая дала ему многого, вот, и я от него, ну, так как он пришел к нам на год на целый, его нужно потихоньку было немножко от них отдалять, потому что, ну, если он так сильно привязан, что на сцене будет? Он будет против них играть и думать, какие они охуенные. 6 против 4 будет. Ну, типа, да, нужно его как-то было потихоньку психологически барьером, мне кажется, отдалять от них, чтобы он не так фанател и считал, что они там, ну, не такая уж и пиздатая команда, какой они являются, конечно. Никаких фактов там не было, там просто была неслась хуйня по типу, да мы лучше, у нас лучше дисциплина, да мы лучше понимаем. Ну, это типа ж база. мотивационный спич Ну, просто типа, да. разогнать. Ну, конечно, это ж, ну, а как по-другому, что я буду говорить? Мы лучше Спирит, но... Не-не-не, в спорте абсолютно рабочая история. Ну да, типа... Ноль осуждения. Ну, поэтому, да, просто нес хуйню, чтобы вот... И он начинал понимать, что как бы они и соперник, и мы лучше них. Если ты не считаешь, что ты лучше кого-то, наверное, ты проиграешь ему в любой серии. А есть такое, что с тех пор, как ты начал заниматься своим здоровьем с эндокринологом и забалансил, знаешь, там все показатели... Гормоны и так далее, да. Гормоны, да, там Да. показатели всех витаминов, то у тебя и... Игра полетела выше. И игра полетела, и ты вести себя стал, возможно, чуть-чуть иначе, больше брать на себя ответственности, стала увереннее в себе. Вот я это анализировал, у меня просто, как я понял, в игре у меня добавилось просто больше уверенности, потому что я анализировал в целом игру, я понял, что где-то я ошибался, но это было как раз-таки из того, что почему-то был не уверен. Ну, как бы из реальной жизни приходит и в доту все. Вот, у меня где-то уверенности добавилось, как бы реально, просто вот, и там какие-то еще изменения в жизни были, помимо этого, но вот это как будто типа сильно повлияло тоже. Можем ли мы сказать, что комплекс вот всех этих факторов реально важен, и одного таланта все-таки на долгой дистанции недостаточно?
Я думаю, что недостаточно только таланта, тебе нужно, безусловно, огромное количество вещей вообще в свою жизнь привнести. Помимо того, что тебе нужно постоянно работать над собой вне игры и в игре, тебе нужны люди рядом с тобой крутые, которые будут тебя поддерживать, которые будут давать тебе мотивацию. Тебе нужны новые увлечения постоянно искать и делать, тебе нужно уметь отдыхать, тебе нужно находить новые интересы в жизни, вообще помимо всего этого. Тебе нужно пересмотреть, как ты играешь и почему ты играешь. Это тоже важно, потому что мотивация, она тоже может меняться. То есть, если я играл только ради Аегиса, сейчас у меня совершенно другие цели на самом деле. Аегис в это включается, но у меня просто добавились другие цели. Тебе Какие? Сейчас конкретно деньги, слава. Аегис там есть, круто. В этой команде принято считать, что у вас очень демократичный подход, и у вас нет явного капитана, но все равно сложно отрицать, что вот мы, как сторонние наблюдатели всей аудитории, фанаты и зрители, видим капитаном тебя. Это общепризнанный факт. Может быть, ты сам так не считаешь, но в любом случае раскрой, как твое лидерство проявляется в этой команде. То есть, почему я так говорю? Потому что буквально на моих глазах ты действительно и частично под свою ответственность этот стак собирал, и так далее. Собирал его точно не я сам, мы все советовались. Человек приходил, и мы советовались с этим человеком вот так вот постоянно. По поводу капитанства, у меня был очень негативный опыт в Virtus.pro и после с Лехой, что он постоянно назывался капитаном, что он все делал. И я сейчас понял, что на самом деле круто, когда люди чувствуют свое вложение, и ты говоришь им об этом. Например, Эдукалис говорит, что он мне очень сильно помогает, и это факт, он иногда берет полностью ответственность в играх. И также и Диман может привнести, и также Эдгар может заколить. И просто говорить, что ты капитан, это как, если ты не колешь каждую секунду в игре, это так себе, ты обижаешь людей этим. И я не считаю себя капитаном этой команды, может быть, вне игры, но в игре у нас равноправие. И это круто. Вне игры? Вне игры на 6 человек, 5 человек, которые принимают решения. То есть Алан, он может что-то сказать, но он просто еще наверное, у него не хватает опыта, правильно, может быть, мысли свои выражать, и мы там впятером в целом все обсуждаем. Но зачастую это я, Астини и Дукалис, мы принимаем какие-то решения. Знаешь, меня интересует скорее даже но мы всегда слушаем всех. Всегда. Каждое мнение учитывается, и мы рассматриваем это. Если что-то кому-то не нравится, мы всегда будем учитывать это. Это очень действительно демократичный подход, правда. Как будто это очень равноправно и круто для всех. И никто не чувствует себя обиженным и ущемленным. У тебя в любом случае больше опыта, ты старше, ты в разных командах поиграл, и на просцене дольше всех находишься. Вот в жизни, я имею в виду, в личном каком-то подходе, в отношениях, как это проявляется? Я думаю, все равно ребята берут с тебя пример во многом и прислушиваются. А ты про это? Да. Здесь, конечно, здесь очень много вопросов. Мы там с Эдгаром, например, живем, он очень много меня интересуется, и сам об этом в интервью говорит, что я ему сильно помогаю. Я много стараюсь общаться с ребятами и в неигровых моментах в жизненных помогать, и в игровых направляю там, где, со своей колокольни я просто вижу что давайте здесь не будем так реагировать, давайте здесь будем меньше нервничать. Какие-то такие моменты А было такое, чтобы, с проблемой какой-то кто-то пришел, просто такой: Вован, дай совет, что делать? Дай подумать. С проблемой прям пришел. Жизненный, да? Но мало ли, не знаю, родители, девушка, что угодно. Наверное, люди не приходят советоваться прям, но они могут сказать, чтобы услышать мнение. Я не помню каких-то кейсов, я честно. Я думаю, нет. Угу. Прям, что приходили: Вован, дай совет. Но это просто забывается, потому что в диалоге ты можешь это обсуждать. Хорошо, а к примеру, вот вы в организации, взаимодействие с разными отделами, с менеджментом, с условиями турнира, с какими-то бытовыми ситуациями, это же тоже real life. Ты про это, да. Ко мне приходит Серега, иногда спрашивает, уточняет какие-то моменты по команде, условно, как лучше сделать и так далее, я ему советую. Угу. Не советую, а просто говорю, как нам было бы комфортнее, условно говоря. Он соглашается или говорит что-то свое. Насколько я знаю, даже с высоты своего опыта, ты придя в Prevision... или Андрей тоже. Насколько я знаю, ты, придя в Prevision, даже по части медийки какие-то свои советы все-таки давал. То есть у тебя была уже огромная насмотренность, огромный опыт работы в команде, и в том числе с медийкой, и даже там были твои какие-то рекомендации, советы, просто как были опытного человека. Какие-то просто мелочи, что-то где-то лучше, давайте здесь не будем так снимать, давайте это все. Это какие-то такие мелочи, которые вообще не запоминаешь. Угу. А в игре? Какие примеры? Допустим, строй команды просто изначально мы, опять же, не я один, мы сходимся в этом, условно, с Дуком во многих моментах, как мы это видим.
Ну, там, условно, как мы смотрим реплеи, как мы где реагируем на какие-то вещи. Давайте, как мы будем в игре общаться, где какую инфу давать, где нужно меньше, где нужно больше. Вот что-то из такого. А чувствуешь ли ты на себе личную ответственность, что ты должен быть примером, что, ну, знаешь, вот ты все еще лидер, я думаю. И я этого не чувствую, но мне сказала Стини еще год назад, когда мы в Cloud9 были, что так и есть, и тебе нужно принять этот чувак, тебе нужно быть самым спокойным, самым уравновешенным, веселым, создавать атмосферу релакса, потому что люди на тебя равняются. Уджи, ты в этом доме, ты впитываешь другой абсолютно вайб, другую абсолютно информацию. Тебя там принимают, тебе там тепло, комфортно, здорово. И это Португалия. Да, это Португалия. А каким образом ты оказываешься в Белграде? Блин, да все просто. У нас тогда с девушкой были проблемы в отношениях. Как бы достаточно ебали мне голову и ей в итоге. И Ну, то есть вы друг другу. Ну, типа того, да. Как бы это взаимно всегда как бы в отношениях. И я просто в моменте думаю, что-то мне... Мы уже как бы искали квартиру, хотели снять и переехать, и в каком-то моменте я думаю, блин, мне кажется, это какой-то, ну, типа, очень плохой вариант оставаться сейчас вдвоем в Португалии. Мне точно нужны люди рядом. Я помню, тебе пишу, то есть, типа, гуд идея, пишешь, да, приезжай, конечно. Я рассматривал только Белград и Варшаву, но Варшава мне показалась, типа, довольно странным вариантом. Ну, здесь были мы, во-первых, да, и... Весь киберспорт. И весь я знал, киберспорт, что здесь будет да. легко, возможно, даже найти команду, с кем-то пообщаться Да. и так далее. То есть это как бы такой, знаешь, довольно органичный как будто въезд был. Турбулентный период происходит, ты переезжаешь в Белград, вроде ты хотя бы здесь обосновался, все окей. Я помню, ты даже мне говорил, типа, а может мне Корбину написать, а может что-то кого-то. Ну, в общем, вот Было. этот момент вспомни, потому что, давай так, Это было летом. Это было, точнее, в конце, по-моему, осени, 2 года назад или летом, когда у меня дела с Луджи уже настолько не шли, что там Арамис еще полную хуйню исполнял. Типа у нас чел во втором дивизионе отказывался с нами сыграть игру, хотя если он не сыграет, нас дисквалено. Там мы хотели в первый попасть. Это, я не знаю, типа просто боженька послал проблемы в жизни, походу, побольше. И так, знаешь, хардмод. Тут на еще... это была точка роста, Вова. Точка роста, да. Вот, как бы, это пиздец мем. Я помню, как мы с Себом это обсуждали, мы сидим в конфе, он заходит в игру, Арамис, и просто ливает для того, чтобы, ну, нас не дисквалили. Норм во втором дивизионе. Его карьера там и закончилась. Короче, я в Белграде, Да. вот момент, типа, я понимаю, что у нас... Но Солджи уже явно не идет. Мы уже и Ризоли кикнули почему-то, хотя мы его взяли. И, Второй раз и Себу- резоли кикнули, сука. и Себу очень сильно не понравился Ризо, либо он сам ушел. Блин, я не помню. Но вроде Себ типа не захотел с ним играть и сказал ему об этом. Что-то типа из этого. Либо он сам ушел. Правда, вообще не помню. Я тоже не Роме помню, не в Вова. обиду, типа, да ему, я думаю, пофигу вообще на это. И я понимаю, что все, как бы, ну, надо что-то делать. Я помню, как мы с Ромчиком и с Рамзесом здесь увиделись, выпили, пошли шотов попить, и он мне полчаса доказывал, что я охуенный мидер. И он меня вселил уверенность, типа, в тот момент. Типа, я просто начал играть в миди и нашел себе нормальную команду. Я поехал играть в Азию. Да. В Вообще никто не Team ожидал. SMG. Мне Медван написал, типа, сам, и говорит, типа, чувак, не хочешь приехать? А у меня единственный вариант был он. И, типа, либо мне на 3 месяца отпуск дать до инта, типа, либо вот сейчас я понимал, что, блин, пройти на инт означает заявить о себе, означает попасть в лучшую команду. И я принял это решение. Я месяц в Куала-Лумпуре сидел, ел рис 3 раза в день, на завтрак, обед и ужин. В одном я не выходил на улицу, потому что там воруют на улицах, там, ну, там, это проблема. Я боялся один выходить, а у меня тиммейты все задроты сидят, играют, им пофиг, как бы. Месяц жизни провел, отыграл квалы, разъебал. Супер кайф. Приезжаю на инт, очевидно, отлетаем без шансов. Но спасибо этому я попал в Entity. Я написал Фишману. Он на тот момент принял решение кикнуть Штормера, по-моему, за 2 часа в пользу меня. Надеюсь, он этому рад. Может быть, нет, я не знаю тоже. Вот. И еще Диман присоединился, ДМ. И вот мы оттуда пошли уже фулл составом Entity, Ватсон, Диман и этот... 2 Димана, я и Ватсон Катоми. И Митрим Коч. Иронично, что Фишмана потом в итоге кикнули. Ну, так Entity же распалась просто Cloud9 полностью вообще. Там уже не было бы состава. Ты не этого. мог никак повлиять? Ты хотел с ним играть дальше или нет? А после инта? Нет. Я прямо об этом сказал. Не дотягивал до уровня, на котором я хочу играть. Ну, типа, это
честно, я ему это то же самое сказал. Он мне сказал, я помню в моменте, типа, чувак, ты без меня ничего нормально играть не будешь. И потом, когда я выиграл в Бангкок, он мне написал, типа, блин, сори, Вова, я ошибался, ты крутой. Я выиграл, если Лорелей пишет, ошибался X2. О, Да, то есть мы вы с ним- сохранили отношения. Мы с ним хорошие. Но я с ним в Польше часто вижусь, когда приезжаю. Мы с ним на покер ходим играть. На текущий момент, overall, вы в отличной форме, вы на пике, все классно. Впереди Рият, впереди Инд. О чем вы думаете сейчас, что вы делаете сейчас и о чем ты прежде всего думаешь, какой ты видишь там команду в ближайшие, полгода, давай скажем. Такое же, как оно сейчас и есть. Все делать то же самое и не превозносить как на пьедестал International Riyadh, потому что можно оказаться под прешером, и все. А расскажи об этом поподробнее. По-моему, раньше в командах, в которых ты играл, был немножко другой подход. Но Virtus.pro, да, был другой подход. Там было do or die. Типа, если вот мы не выиграем ин, то все, пиздец, смерть. ГГВ полная. Как ты считаешь, в мотивации на долгую дистанцию какой подход работает? И раскрой немножко, почему работает по-другому. Ну, на долгую дистанцию, если ты хочешь выигрывать, тебе не важно будет, что выигрывать International, либо турниры по типу ESL, потому что если ты выиграешь 3 ESL, это по факту, по призовому, как и просто эгги с ним получишь. И это должно работать в долгую, твоя мотивация должна работать в долгую, на победы, заряженным быть, готовым к трудностям, играть много и стараться делать все то же самое, что ты делал весь год, даже если ты играешь тот же самый International Grand Final NTA. Потому что иначе ты под прешером просто не сможешь. Мне так кажется. Я там был, я знаю, не работает. Под прешером невозможно играть вообще. Окей, то есть ты видишь текущую свою команду как долгосрочный проект, который ты развиваешь, и не только ты, очевидно, и твои тиммейты. И это долгая история, которая заложена на здоровой базе. Почему это будет работать дальше? Почему ты в это веришь? Почему ты смотришь на это с оптимизмом? Наверное, потому что собрались те люди, которые хотят работать, которые адекватные, которые верят, которые видят одну цель и готовы работать над трудностями и не грызть друг другу глотки, а преодолевать их вместе. И при этом они все очень хорошо и сильно разбираются в игре и очень сильно замотивированы. Можешь ли ты назвать текущую Ну и свою... плюс у нас невероятно крутая РГ еще. Мне очень нравится работать с Prevision. Они дают все, о чем мы попросим, и при этом очень положительно влияют на процессы. Можешь ли ты сказать сегодня, что твоя текущая команда — это команда профессионалов, и здесь ты прям работаешь профессионально, чего ты, допустим, не можешь сказать о других своих командах? 100%, потому что я приведу один только пример. Мы в Cloud9, когда я пришел, мы не смотрели реплей, у нас был коуч Митрим, классный чувак, но я начал показывать реплей в команде. Я просто охуел с этого момента. У меня не смотрели люди реплей, это раз. Не готовились к играм. По драфтам подготовка была нулевая практически. Мы не разбирали моменты игровые. И если их разбирали как-то криво. И вот просто мы приезжаем на Инт, там мы со Стини у нас была подготовка, но там Катоми, например, не играл в паблике перед Интом. Ему впадлу было, он сказал. Я приезжаю после Инта, мы собираем этот состав, мы играем в 8 утра мы проснулись, мы ни разу не играли в Cloud9 разыгровочный матч. В 2 часа дня даже, если у нас игра, мы этого не делали. Мы приезжаем, начинается квал на Dream League, Open квал. Мы в 8, утра встали или в 7 для того, чтобы... Это первая игра. Мы пообсуждали героев, мы пообсуждали, что мы будем делать, и мы сыграли по паблику, и в 9 часов у нас матч. И я уже сразу понял, что люди просто готовы и заряжены. И насколько это приятно и пиздато. Есть что-нибудь, что ты хочешь отдельно о каждом из них отметить, чего, может быть, общественность особо не обсуждает? Или, знаешь, кому-то не хватает внимания фанатов, а люди чего-то не знают, а человек просто нереальный красавчик? Я думаю, что люди не замечают, насколько Дука много делает вообще для команды. Он и в ней, и в игре очень много делает в плане, говорит, условно, давайте посмотрим плей, разберем, показывает его сам иногда. И его бы я выделил больше всего, и все остальные просто базисные супер молодцы. Эдгар гений по базе, Диман супер красавчик. И тренер-легенда. Алан просто это Алан. Он звездочка уже. Ты все равно, несмотря на разные этапы в своей жизни, остаешься, знаешь, в динамике, в этой гонке, и ты не сходишь с дистанции. И сейчас мы, очевидно, видим по результатам, что все классно получается. Я думаю, что есть у старых игроков, у легенд, скажем так, про сцены, в голове такое
возможно, ошибочное мнение, что я всегда смогу вернуться, я всегда смогу еще нагнать, я всегда смогу прийти в форму. И у нас есть много неудачных примеров такого, типа Пупея, Артизи, Дэнди, Соло, и есть ты. Как ты думаешь, почему у тебя получилось, а у них нет? Ну, про Пупея я бы так громко не говорил, все же он, типа, там... Нет, он, безусловно, легенда, он очень крутой, он Бася. Ты про сейчас говоришь? Я про именно в сейчас этот говорю, момент. да. То есть, ну, ты же сам понимаешь, что Я вот... думаю, вся разница в удаче и мотивации. Типа, мне очень сильно повезло, что у меня попались в тиму настолько сильные, классные игроки и приятные тиммейты. То есть люди. Вот. Это удача и мотивация. Не, ну подожди, если ты Пупей, ты буквально собираешь себе команду, какую хочешь. Нет, так не работает. К Пупею никто не идет уже. Уже никто не шел к Пупею. Конечно, он звал и Эдгара, я думаю, он звал. Всех этих игроков звал, но к нему просто не пошли топовые ребята уже. Потому что уже сложно. Понятное дело, что типа ты должен много работать, ты должен быть хорошим человеком, ты должен создавать вокруг себя классную атмосферу, ты должен притягивать людей этих, чтобы с ними играть-то в итоге. Ты должен очень круто играть, ты должен, вот это вот все сочетать, но это просто база, а если не брать базу, то это просто удача и мотивация, чтобы все это было. Ну, еще тебе нужно не бояться меняться, потому что многие люди могут оставаться, мне кажется, там где-то, где они были когда-то крутые, и они пытаются делать все то же самое, как было раньше, но мир не стоит на месте, дота не стоит на месте, люди меняются, молодые приходят, тебе нужно искать новые подходы, тебе нужно по-другому смотреть на вещи и на игру. Это часть, наверное, как бы успеха. Это когда ты должен бороться со своей ленью, бороться с тем, что тебе ничего не хочется, бороться с тем, что тебе что-то не нравится. Например, играть в паблике нужно себя иногда заставлять, это нормально. Переступать через себя в угоду команде иногда, когда ты знаешь, что ты прав, а люди несут хуйню. Там, соглашаться с какими-то вещами, с которыми ты не согласен, для того, чтобы атмосферу не портить. Ты сказал, что важно еще развиваться, Да. расти. Да. Где ты сейчас видишь свои зоны роста? С нынешним сейчас, в данную минуту, графиком их очень мало, честно. Потому что это безумно сложно, график супер сложный. Когда вот ты на вот это вот тир-1, где ты ездишь по турнирам и доходишь до финалов турниров, у тебя просто фулл плотный график. Типа 1,5 месяца я вот был на турнирах сейчас. И типа, ну куда мне, какие зоны роста? Типа это нереально. Сейчас вот именно в этом, это очень сложно. До этого, какие у меня зоны роста были, просто выходишь из зоны комфорта, начинаешь чем-то заниматься. У меня есть товарищ, который мне помог разобраться в криптовалюте хоть как-никак. Типа, не то, что я кибермиллиардер, понятное дело, но просто, типа, это был мой интерес. Там какие-то, я смотрел на какие-то инвестиции, на бизнесы и так далее. Как бы, и вот у меня, я заметил, оно именно сезонное, так называю. У меня в 3 месяца я мог там заниматься шахматами. Не профессионально, конечно, для себя просто. Я буквально каждый день там играл по часу, по 2. Вот сейчас я начал читать книги, там, помимо спорта, да, как бы. А такие вот сезонные увлечения, они постоянно меняются. Там. Ну, что-то остается, там, какие-то там, друзья и так далее, как бы, с которыми ты постоянно видишься, отдыхаешь. А что-то меняется. Вот. И как бы, но честно, с этим графиком, даже с друзьями порой увидеться тяжело. Мы с вами раз в 3 месяца иногда видимся. Правда. Смотри, прикольная получается цикличность. Мы с тобой снимали первый выпуск «Миссис Марпл No One» 7 лет назад. Поэтому теперь я хочу спросить тебя, сколько тебе будет через 7 лет и где ты себя видишь? Ну, получается, 34 мне будет. Мне 40. Хуёво звучит. Ужасно. Где я себя вижу? Вот проблема в том, что, ну, типа, я не планирую настолько времени вообще, поэтому я не знаю. Там вот как карта ляжет, как у меня звезды сойдутся в голове, и как... что я захочу, то вот, наверное, и будет. Потому что... Хз. Окей, хорошо, другой вопрос. Как ты думаешь, 20-летний Вова Миненко доволен тем Вовой, который сегодня передо мной сидит? Ну, было хотя бы интик за плечами, возможно, был бы еще более доволен. Так, конечно, доволен. Да, очень сильно. Он доволен тем, кем я сейчас стал, именно не как персона, которая много чего добилась, или много чего выиграла, а вот внутри то, что у меня произошло, какие изменения, я думаю, он должен быть доволен. Потому что я стал гораздо спокойнее, и мне нравится сейчас то, кем я являюсь. Ты можешь сказать, что ты сейчас живешь в гармонии с собой? Ну, не на 100%, но да. Есть ли какой-то вопрос, который я тебе не задала, но ты хотел бы о чем-то рассказать? Я никогда не рассказывал про свое детство, кажется, ни в одном интервью вообще. Хотя оно у меня было довольно суровое, и как бы тяжело было.
Я, наверное, не спрашивала, не затрагивала эту тему, потому что я, естественно, знаю многие подробности там, из твоего детства и так далее. И я не могла, знаешь, там, нащупать, насколько это окей тебе про это рассказывать или не окей. Мы много раз с тобой обсуждали, что детство было трудное, Да. но если ты готов в общих чертах сказать, в чем конкретно это заключалось, и как ты это перерос, и что это с тобой сделало, то... Наверное, я бы хотел поделиться тем, что я, как бы, чем я горжусь сейчас. Это то, кем я стал в плане, вот, например, я работал с психологом 4 года, да. Я очень горжусь, что я пришел к нему, я со всеми проблемами приходил к нему, я разобрал все свое тяжелое детство. Она мне сказала фразу, типа, ты сам слепил себя, потому что у тебя, не было ничего для этого. То есть очень мало любви было в детстве, мы жили очень бедно, невероятно бедно, если можно так назвать. И... там было много, знаешь, когда, травм осталось дохуя, как бы. При этом семья у меня очень хорошие все люди, я всех из них очень сильно люблю. Я, наверное, хотел поделиться, что из любой ситуации ты можешь слепить себя таким, какого ты захочешь, как бы, и все свои травмы проработать сам с собой или через какого-то человека, как бы, и достичь внутренней гармонии, насколько это вообще возможно. Потому что я думал, в моем случае мне пизда. Типа, мне было очень тяжело в голове, мне было очень тяжело с окружающим миром, с принятием себя. И я вот смог с этим справиться, я сейчас живу, и я кайфую от того, какой я сейчас. Можно ли сказать, что в своем тяжелом детстве ты убегал от реальности в доту, и в итоге дота подарила тебе друзей, социализацию, ответы на твои вопросы и сформировала тебя? Изначально я убегал в ВОВ, но да, я убегал от реальности, потому что она была очень тяжелая и суровая. В Херсоне, бедная семья и так далее подобное. Потом я перешел в доту, и с помощью доту я нашел ключи, как подобрать... я нашел ключи, как стать мудрее, как отвечать себе на все эти вопросы, и как не убегать от реальности, принимать себя и учиться жить самим собой в ладу, даже если у тебя все было хуево. Это больше про людей или про то, что ты в себе открыл? Это больше про то, что я тянулся к этому в первую очередь. Это недостаточно просто людей вокруг себя иметь пиздатых. Но это тоже очень важный фактор. Это как бы оно вместе сошлось. То есть у меня было очень много интересных, классных людей вокруг меня, и я к ним тянулся. Я помню, мне Рома Дворянкин, мы как-то с ним отдыхали где-то с его женой и ее сестрой, и он мне сказал такую фразу, которую на всю жизнь помню: Вова, никогда не прекращай задавать все эти вопросы. Потому что я его спрашивал, типа, Рома, а что это? А что это такое? Я любознательный, и вот это меня привело к всему, что я сейчас умею в целом. Поэтому благодарю себя, но и как бы людей вокруг меня. Давай с тобой через 7 лет еще одно интервью запишем. Да без проблем вообще. Спасибо тебе за этот разговор. Спасибо тебе, что пригласил, получается. Ты такой взрослый стал, капец. Да. Хотя я видела тебя каждый день на протяжении этих 7 лет практически. Ну, круто. Спасибо. Друзья, поставьте лайк по старой памяти. И подпишитесь, если вы вдруг случайно сюда первый раз зашли.